Я в Вильнюсе, на одной из главных площадей этого города, Кафедральной. Удивительно, но после присоединения к СССР эта площадь избежала традиционной для советского времени участи, то есть переименования в площадь Ленина и установки памятника вождю. Монумент и площадь в честь Ильича в Вильнюсе, конечно же, были, но в другом месте. Эта же площадь называлась в советское время площадью Гедемина. Гедемин — это литовский князь, который активно воевал в том числе и против Руси. Памятник ему стоит здесь же, на площади. Именно здесь, в Вильнюсе, 11 марта 90 года Верховный Совет Литвы принял декларацию о восстановлении независимости. Литва стала первой советской республикой, заявившей о выходе из СССР. Здесь был запущен механизм распада Союза, завершившийся в декабре 91 года, 30 лет назад. Сегодня расскажу, как жила советская Литва и что с ней стало теперь после обретения свободы. Литва – давний соперник России, который боролся с московскими властями задолго до появления, собственно, Литвы и России. Мы, в принципе, по своей истории уже последние 200 лет постоянно боремся за свободу и стараемся помочь и другим. Она одной из последних вошла в состав СССР и первой из него вышла. Когда распадался Советский Союз, то я, конечно, ходила на все митинги. И мы боролись не против, скажем, русских, а против коммунистического строя. За 30 лет тут построили настоящую европейскую страну и провозгласили советское время оккупацией. Буквально за 3-4 месяца в магазинах Каунаса они просто опустели. Тем более началась бешеная инфляция после отмены национальной валюты и введения рубля. Тогда дома около входной двери стоял мешок с луком, что если кого-то арестуют, и чтобы по дороге, думаю, что есть. Но не стали притеснять русское население. К России как государству существует определенное недоверие, а к русским людям как таковым никакой особой вражды я во всяком случае не замечаю. Сейчас здесь одна из самых богатых и свободных республик бывшего Союза. Это, конечно, было историческое достижение. Мы стали членами НАТО, и мы праздновали и понимали, что действительно очень много нам удалось достичь. Что ей помогло такой стать и так ли хорошо в ней жить? Давайте посмотрим, как выглядит современная Литва. Каждый прожитый нами год приносит много счастья и радости нашему народу. В этом году исполняется 30 лет с момента распада Советского Союза. Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Одна страна превратилась в 15 различных государств, каждое из которых пошло своим путем. Возобладала линия на расчленение страны. В честь этой даты я решил посмотреть, что привело бывшие республики к выходу из Союза, как они прожили эти 30 лет и чего хотят сегодня. По большинству показателей, вроде роста экономики, ВВП, развития сельского хозяйства и промышленности, Литва на постсоветском пространстве оказалась середнячком. Ее главным достижением стало построение настоящей демократии. А вот главной проблемой стал отток населения. Как так вышло и с чем это связано? Скоро все расскажу, а пока подписывайтесь на канал и ставьте лайки, это очень важно, как для раскрутки этого видео, так и для продвижения канала в целом. Хотите получать от путешествий не только впечатления, но и дополнительные скидки на поездки? Тогда обратите внимание на первый платный сервис «Еще» от Aviasales. Он помогает экономить в поездках, открывает доступ к картам с рекомендациями от местных экспертов и дает много других привилегий. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге можно сделать ПЦР-тест через Lifetime Plus за 2100 рублей с кэшбэком 900 рублей. Или вы можете получить дополнительную скидку 10% на booking.com. Эта скидка, кстати, суммируется со скидкой по программе Genius. Переходите по ссылке к этому ролику и читайте больше про бонусы от сервиса «Еще». А по промокоду Варламов годовая стоимость сервиса составит 890 рублей вместо обычных 1490. В
середине 13 века примерно на территории нынешней Литвы появилось Великое княжество Литовское. Этому государству приходилось постоянно воевать как против русских княжеств, так и против крестоносцев, отстаивая свою независимость. Поход монголов на Русь позволил литовским князьям существенно расширить свои владения, присоединяя разоренные и опустошенные войной русские земли. В период наивысшего расцвета Великое княжество Литовское занимало территорию от Черного моря на юге до Балтийского на севере, от Бреста на западе до Смоленска на востоке. Фактически в составе Литвы оказалось ядро древнерусского государства, включая Киев. Великое княжество Литовское стало одним из крупнейших государств Европы. Некоторые историки говорят даже о том, что именно Литва была альтернативным центром объединения русских земель в 15-16 веках. Но возвышение Москвы не дало этому проекту осуществиться. Отношения между двумя великими княжествами складывались по-разному. Периоды потепления и династических браков сменялись кровопролитными войнами. В XVI веке Великое княжество Литовское, ослабленное борьбой с Москвой и набегами татар, оказалось в тяжелом кризисе. Это привело к потере независимости. В 1569 году Великое княжество Литовское заключило с Польшей Люблинскую унию, объединившую две страны в одно государство. Оно получило название Речь Посполитая, то есть Литва была полноценной частью Европы еще задолго до распада Советского Союза и вступления в Евросоюз. Земли Речи Посполитой в XVIII веке были разделены между Россией, Австрией и Пруссией. В состав России перешли земли Великого княжества Литовского, включая бывшую столицу страны, город Вильна. После Первой мировой войны Литва стала местом борьбы Советской России и Польши. Обе страны пытались вернуть некогда принадлежавшие им территории. Сама Литва в то время сражалась за независимость. Польша выиграла войну и получила часть Литвы, включая столичный Вильна, как тогда назывался Вильнюс. Однако другая часть Литвы стала независимой, а ее столицей до Второй мировой войны был Каунас. В 1926 году в Литве произошел государственный переворот. К власти пришел диктатор Антанас Сметона, сосредоточивший в своих руках все рычаги управления страной. Был разогнан парламент и начались репрессии против оппозиции. Лидеры литовской компартии были казнены. Впоследствии в СССР присоединение Литвы объясняли как раз освобождением страны от фашистского режима Сметоны. В предвоенные годы небольшая Литва оказалась в центре глобальных геополитических интриг. В марте 1939 года нацистская Германия предъявила Литве ультиматум с требованием отдать Клайпеду. Этот портовый город, который раньше назывался Мемель, Германия потеряла по итогам Первой мировой войны. Адольф Гитлер, придя к власти в Германии, стал постоянно обвинять Литву в ущемлении интересов немцев в Клайпеде и в итоге пригрозил войной. Литве ничего не оставалось, кроме как принять германский ультиматум. Клайпеда вновь стала Мемелем и вошла в состав Германии. В августе 1939-го СССР и Германия подписали договор о ненападении, пакт Молотова-Риббентропа. В соответствии с секретным протоколом к этому пакту в зону советского влияния отходили Эстония и Латвия, а Литву Сталин выменял на часть польской территории. Дальнейшие события развивались здесь так же, как и в других балтийских республиках. Осенью 1939 года СССР потребовал от литовского правительства согласиться на ввод советских войск. Литовцы были вынуждены принять требования, но это их не спасло. В июне 1940-го Москва обвинила президента Сметону в сотрудничестве с Гитлером и потребовала от него уйти в отставку. Литовский руководитель бежал в Германию, а затем в США. Ну а в Литву вошли дополнительные части Красной Армии. В июле состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержали, разумеется, коммунисты. Новый парламент единогласно проголосовал за вхождение в состав СССР. 3 августа 1940 года Литва стала 14-й Советской Республикой. Граждане Красной Москвы, надежды всего мирового пролетариата, что литовский народ хочет и должен быть полноправным членом Великого Советского Союза. В середине ноября 1940 года уже образовываются подпольные организации для борьбы против советской оккупации, против советского строя. Даже из тех людей, которые есть такие доказательства, которые с красными флагами в Каунасе встречали Красную армию, спустя 4-3 месяца, когда это как очень резко начались репрессии, отменили национальную валюту
из магазинов исчезло все. Есть очень прекрасные письма красногвардейцев, что они пишут, где они находятся в Литве, что они видят и как быстро они отсылают, особенно офицеры, старшее звено своим близким в Россию отсылают все. И буквально за 3-4 месяца в магазинах Каунаса они просто опустели. Тем более началась бешеная инфляция после отмены национальной валюты и введения российского рубля. И вот уже к середине ноября уже все. По сути, симпатиков России, симпатиков советской, ну, по сути, в Литве говорили не о Советском Союзе, а о России просто. Симпатиков России практически не осталось, хотя они поначалу были. Как и в других прибалтийских республиках, в Литве оккупацией считается и период господства гитлеровцев, и время нахождения в составе СССР. В Вильнюсе действует музей оккупации. Примечательно, что он находится в здании бывшего штаба республиканского КГБ. Принудительное переселение в Сибирь началось в Литве незадолго до Великой Отечественной войны, в июне 41-го. Тогда из республики были высланы около 34 тысяч человек. Ну, ты знаешь, что оккупация и рознь. Бывает оккупация, когда вот фашисты пришли в тот же Киев или в Минск, там пожгли, постреляли и так далее. Ну и тут без репрессий не обошлось. Конечно, те сопротивлялся оккупации, тех вылавливали и отстреливали, или ссылали в Сибирь матушку. Вот, как сопротивлявшихся. А кто не сопротивлялся, ничего. Но потом с этим было покончено. Ну и, конечно же, в советское время в Литве было построено очень много, надо сказать. Очень много. Начиная и дороги, и заводы, и города, и здания. Это, да, это заслуга была. Ну и Литва, конечно, работала. Она тоже поставляла свое оборудование. Первый магнитофон, который у нас был в общежитии, когда я был студентом, Айдас назывался. Ну, такой, как катушечный. Самый лучший был магнитофон из Литвы. Было и плохое, было и хорошее, понимаешь? Хорошего было, может быть, даже больше, но, знаешь, независимость, как говорится, дороже. Хотелось быть самостоятельным, независимым. То, что пишут литовцы по поводу своей страны, ну, мне кажется, у них есть на это какие-то основания. Потому что пакт Молотова-Риббентропа все-таки довольно неприятная история, как бы сейчас его не пытались облагородить. По сути говоря, две страны поделили между собой некие третьи страны. С Польшей, с Прибалтикой получилось, скажем так, нехорошо. И местным людям не очень нравилась идея, что их так просто взяли и советизировали. Насильственная советизация вызвала недовольство существенной части литовцев. С началом наступления немцев литовские националисты подняли восстание почти на всей территории республики. Вильнюс гитлеровцы взяли уже 24 июня 1941 года. Никакого сопротивления им, по сути, не оказывалось. Однако мечты о восстановлении независимости Литвы быстро развеялись. Территория республики была включена нацистами в рейхскомиссариат Остланд со столицей в Риге. Это пришла другая оккупация, началась война двух соседей, двух огромных соседей между Германией и Россией. Да. Началась война, и определенная часть общества, которая пытали определенные иллюзии насчет возвращения хорошей царской России в 1940 году, они примерно такие же иллюзии начали разочаровавшись в России очень скоро, уже к середине 1941 года, таких разочаровавшихся, обиженных стало очень много. Они также с флагами, с цветами встретили вермахт. Современные литовцы, кстати, гордятся тем, что в Литве не было национального подразделения СС, в отличие от Эстонии и Латвии. И в абсолютных, и в относительных значениях литовцев на службе у нацистов было меньше, чем жителей соседних республик. Впрочем, многие литовцы все же участвовали в зверствах гитлеровцев. В нацистской расовой идеологии литовцы были ниже по иерархии, чем эстонцы и латыши. Они были почти славяне, с польскими какими-то там интеграциями, влиянием. Их не было запланировано изначально сделать
батальон СС, как это было в Эстонии и Латвии. Их потом включили в 1944 году в так называемые литовские местные подразделения Павилоса Плехавичуса и хотели перебросить на Восточный фронт. Тут литовцы оказали сопротивление, их расформировали, верхушку там расстреляли. Тут не было такого организованного момента СС, да, как это было в соседних Балтийских республиках. Литовские полицейские батальоны участвовали в уничтожении и в Белоруссии, и в Украине, то есть их использовали в принципе везде. Но нельзя говорить о том, что до входа вермахта литовцы сами начали уничтожать своих соседей-евреев. Это не так. В 1944 году советские войска вернули контроль над Прибалтикой. Это побудило литовских националистов перейти к партизанской войне. Многие уходили в лес, чтобы бороться против коммунистов. В СССР эти партизанские отряды называли «лесными братьями». Сами же они приняли название «Движение борьбы за свободу Литвы» или коротко «Саюдис». Это название мы еще услышим в нашем фильме. Партизаны нападали как на военнослужащих, так и на мирных жителей, если считали, что те сочувствуют коммунистам. Организованная борьба против советской власти продолжалась до 1955 года, а отдельные партизанские отряды действовали на территории Литвы вплоть до 1960 года. Чтобы справиться с подпольем, власти организовали две большие депортации – операцию «Весна» и операцию «Прибой». В Сибирь отправили еще около 70 тысяч литовцев. Это то, что происходит с 1944-го, скорее всего, по 90-е годы. Это уже аннексия, скорее всего. Мы, вот, по крайней мере, с исторической точки зрения, с юридической точки зрения, это уже не оккупация, а уже после оккупации, после инкорпорации в Советский Союз, уже по сути аннексия. Красная армия освободила Литву от немецких войск. Это очевидно. Этого факта никто в Литве не отрицает. Но одновременно, к сожалению, это освобождение являлось и новой оккупацией. И это не только, как бы сказать, взгляд или позиция литовцев. Это не так. Об отношении к приходу советских солдат рассказал политолог Витас Юрканис. Сам факт, что фашизм был побежден, это хорошо, да, ну, то есть дошли до Берлина, давайте до Казани назад. То есть, почему доказать? Ну, то есть, там же все население было от и до, да, то есть, как бы там кто из Казани, кто из Москвы, кто из Питера, да, ну, то есть, домой, да, но так не вернулись, к сожалению, да. Я думаю, что у нас бы были совсем другие отношения. Есть вот конкурс детских рисунков, где дети рисуют борьбу за независимость Литвы. Вот, кстати, интересные рисунки относительно депортации, то есть видны вот эти вот вагоны, в которых увозили людей, и вот, видимо, кто-то убегает, и ему вслед советский такой милиционер при параде стреляет ему в спину. Много сюжетов, кстати, у детей как раз вот про лесных братьев. То есть вот люди вот в какие-то землянки, оружие, окопы, вот видно, вот эта вот партизанская борьба, она тоже отражена в детских рисунках. Ну и вот очень показательна официальная риторика, которая здесь используется по отношению к советскому периоду Литвы. Здесь на музее оккупации располагается сейчас выставка, которая называется «Путь к свободе», и описание этой выставки такое очень характерное. В 1940 году после захвата Литвы Советским Союзом началась советская оккупация, продолжавшаяся почти 50 лет. Вообще здесь делят на первую и вторую советскую оккупацию, потому что первая советская оккупация была до 1941 года, пока не пришли фашисты, и вторая советская оккупация начинается уже с 1944 года. На протяжении всего этого периода литовский народ различными способами, используя различные формы сопротивления, противостоял режиму. На подавление антисоветского сопротивления были брошены огромные силы органов государственной безопасности. Террор и репрессии не сломили решимость и отвагу народа бороться за свободу, которая была достигнута 11 марта 1990 года. И эта риторика, она примерно одинаковая во всех трех балтийских странах.
У вас дед погиб в советском лагере? Да, в 52 году. Где? В тюрьме, в лагере. Не в лагере, в тюрьме. Он получил 15 лет в 46 году за то, что был старостой. Он был старостой в Сметоновской Литве. Пришли советы в 1940 году, его переизбрали старостом общества. Пришли немцы, его переизбрали. Пришли еще раз советы в 1944-м, его переизбрали. Ну и кто-то из соседей, ну уже сейчас ясно, уже архивы открыты, там три семьи соседи сказали, ну как это можно быть? Антанас Каспаравичус, он уже сколько, 15 лет старостой. Он для всех властей подходит, но он же сейчас уже новое время, а как он же был старостой и при немцах, значит он с немцами сотрудничал. Ну и как вы думаете, я вот посмотрел это дело, в этом деле есть 4 или 5 листов. Вот это есть эти доносы этих соседей, и потом есть тройка, которая решила. Одна улика есть. То, что вот кто-то сказал, и вот этот староста Каспаравичус признал, что во время немецкой оккупации он передавал приказы немецкой администрации по собранию свиней, там, разных продуктов до германской армии. Больше ничего нету. И это ему стоило 15 лет, из которых он отсидел сколько там, 7, и 52-м, 19 сентября, когда ему было меньше, чем сейчас мне, на 3 года он умер в лагере. Вот это и все. Написали, соседи литовцы были? Нет, одни литовцы, две русские, староверы, да. Староверы. Да, но одни литовцы, да. Но это, в принципе, не важно, скорее всего. Важно то, что люди посчитали, что он всем годится, это плохо, понимаете? Да, но эта ситуация была на всей территории Союза, она же не только была. Да, естественно, да. И вот, именно таких погибших тоже 150 тысяч. 5000 российских дольщиков не дождались сдачи своих домов только в первом квартале этого года. И это данные Федерального фонда защиты прав дольщиков. Всего помощи ждут 162 тысячи человек. Приобретение квартиры в строящемся доме – это всегда риск, потому что его могут не достроить. В отличие от вторичного жилья, которое к тому же обладает рядом преимуществ. Например, сразу можно оценить дом, подъезд и даже вид из окна. В такую квартиру можно въехать сразу после покупки. Чтобы процесс поиска и покупки не превратился в стресс, при выборе квартиры лучше использовать проверенные источники. ЦИАН работает на рынке недвижимости уже 20 лет. За это время сервис изучил потребности потребителей и собрал в одном месте инструменты и услуги, которые могут понадобиться при покупке жилья. Например, на ЦИАН есть удобная система фильтров, которая помогает уточнить поиск под ваши параметры. Также можно посмотреть варианты на карте, чтобы рассчитать расстояние до метро или школы для ребенка. Здесь же можно изучить информацию в целом о районе, например, какие есть рядом магазины или поликлиники. Если вам нужна помощь с выбором квартиры на рынке вторичного жилья и оформления документов, вы можете бесплатно подобрать риэлтора на ЦИАН. На сайте или в приложении можно воспользоваться услугой ЦИАН-оценка, чтобы определить реальную рыночную стоимость квартиры. Если цена окажется ниже заявленной, у вас будет аргумент для торга собственником. Кроме того, оценка помогает определить, на какое жилье вы вообще можете рассчитывать в рамках вашего бюджета. Это лишь часть инструментов ЦИАН. Со всеми функциями можно ознакомиться на сайте или в приложении. Ищите ссылочку в описании к ролику. О том, как литовцы воспринимали вхождение в состав СССР и последующие репрессии, мне рассказала актриса Ингеборга Депкунайте. Конечно, были некие, некие факты, связанные с тем, что я даже рассказываю в своем спектакле, который я сделала про свою семью, что одним из воспоминаний всей семьи это то, что вот когда начались депортации в 1939 году, в 1940-м уже, не 1939 году, а когда Литва стала частью Советского Союза, начались депортации в Сибирь большие, сравнительно. И
Тогда дома около входной двери стоял мешок с луком и мешок с сухарями, что если кого-то арестуют, то чтобы они взяли вот этот мешок, один и другой, и чтобы по дороге было что есть в поезде. После нападения гитлеровцев на СССР и оккупации Литвы в республике начался Холокост, целенаправленное уничтожение евреев. Накануне начала Великой Отечественной войны в Литовской ССР жило около 250 тысяч евреев, то есть примерно 10% от населения республики. Уже 23 июня 1941 года Красная Армия покинула Каунас, который был столицей Литвы в межвоенный период. На следующий день в город вошли силы вермахта и начались еврейские погромы. Было убито несколько тысяч человек. Массовые убийства евреев происходили в других городах. За первые месяцы нацистской оккупации в Литве погибло более 100 тысяч человек. К концу июня 1941 года во всех крупных литовских городах были созданы гетто, куда согнали выживших евреев. Смертность в гетто была чудовищной из-за голода, холода, тяжелого труда и невыносимых бытовых условий. Здесь немецкое командование быстрее всего пришло к решению полного массового уничтожения еврейского населения. Здесь самая большая часть еврейского населения была уничтожена уже в первые месяцы войны, то есть начиная с 22 июня 1941 года до начала декабря 1941 года было уничтожено 70% литовской еврейской общины, а всего в Литве было уничтожено 96% еврейского населения. То есть по процентуальному размере, да, можно сказать, что это, конечно, особенность истории Холокоста в Литве. Вторая причина, чем Литва отличается от Эстонии и Латвии, конечно, в том, что здесь до войны была самая большая еврейская община вообще всего Советского Союза. Восточное еврейство, литваки так называемые, Вильнюс называли литовским Иерусалимом, именно потому что здесь было очень много евреев в довоенное время. Литва вообще была многонациональным государством. Здесь самая большая еврейская община, 220 тысяч человек, и 96% уничтожено, в живых осталось только 8 тысяч после освобождения Красной Армии. В 1941 году уже про Гитлера было все понятно. То есть он же уже... Нет, я бы так не сказал. Слушайте, была уже поделенная Польша, были концлагеря, были гетто. Вот именно, нет, гетто не было. И еще гетто в Европе нету. Первые гетто именно начинаются когда? Летом 1941 года. Одновременно и в Польше, и в Литве. До этого гетто нету. Варшавское гетто, по сути, образуется в то время, когда и здесь в гетто Вильнюсе, Каунасе, в Šiauliai. В самосознании европейцев гитлеровская Германия до летом 1940 года еще не та Германия, которой она уже представляет из себя в 1942, но уже к концу лета 1941, к началу осени, когда министр иностранных дел Великобритании прилетает в Москву, имеет переговоры с Молотовым и со Сталиным, отношения меняются. Одновременно происходит то, что происходит. Это массовое убийство, в первую очередь, большевиков, комиссаров, ну и, естественно, еврейского населения. Начинается геноцид. Очень резко начинается, очень быстро, спустя 3-4 дня после начала войны с Советским Союзом, но уже к концу года уже истреблено около 150 тысяч евреев. В 1943 году было принято решение о ликвидации всех гетто. Каунасское и Шауляйское гетто стали концлагерями. Массовое уничтожение заключенных происходило там вплоть до прихода советских войск. Всего за годы нацистской оккупации на территории Литвы было убито около 200 тысяч евреев, что составляло до 96% от еврейского населения республики на момент начала войны. Процент погибших евреев в Литве был выше не только среди других прибалтийских республик, но и среди всех оккупированных нацистами стран. Почти никому из литовских евреев не удалось пережить Холокост. В этих событиях, кроме нацистов, были задействованы и литовские националисты. Во время немецкой оккупации не хватало рабочих рук для немцев, да, то есть рабочих кровавых рук. У нас всего 600 немцев
в 1941 году, но у нас 12 тысяч литовцев, которые делают эту работу. Это литовцы в полицейских батальонах. Уже в конце июня 1941 года была создана так называемая национальная служба труда, национально-трудовой охранный батальон. Он был сформирован в конце июня 1941 года. И они считали себя литовскими националистами, они и были литовскими националистами, они были литовскими национальными активистами. И они носили как отметку себя, так как знак антикоммунистической направленности, белую повязку на рукаве. И в таком фольклорном обращении их до сих пор называют белоповязочниками. Если мы говорим с литовскими евреями, то есть теми, кто выжил, или чьи дети сейчас нам могут рассказать о том, что им рассказывали бабушки и дедушки, говоря о палачах, они говорят, это были белоповязочники. У литовских евреев есть очень сильно присутствует мотив: нас уничтожали наши же соседи, не еврейские литовцы. По разным причинам. Да. У некоторых были примитивные совершенно причины, как обогатиться за счет убитого еврея, занять его дом, забрать его добро. У некоторых были скорее идеологические мотивы. И тут в игру входит вот этот так называемый первый ужасный год, да, то есть первый год советской оккупации с 40 по 41 год, когда евреев обвиняли в предательстве национального суверенитета Литвы, когда Литва была аннексирована Советским Союзом. Немцы этот знак равенства и такой дискурс жидобольшевизма, конечно, начинает форсироваться немцами. Немцы устраивают выставки, которые носят название, как, например, как «Красный террор», где они, используя фотографии ужасов НКВД, да, подписывают, что вот евреи уничтожали литовцев, евреи проводили геноцид литовского населения. И с тех пор, кстати, идет как раз-таки такой мотив двойного геноцида. Да? То есть сначала евреи уничтожали литовцев, а потом литовцы просто взяли реванш, мстили за то, как их мучили, собственно, евреи. Это 9-й форт Каунасовской крепости. Во время оккупации фашистами Литвы здесь было уничтожено более 200 тысяч евреев. В основном это были литовские евреи. Помимо этого были евреи, бежавшие из Польши, депортированные сюда. В советское время в память о жертвах фашистов было установлено несколько памятников. Например, вот этот памятник, он был установлен в 1984 году. При этом здесь нигде не сказано, что это памятник жертвам Холокоста, погибшим здесь в концлагере евреям. Это просто памятник жертвам фашизма, и в советское время их просто называли советские граждане. Хотя абсолютно большинство уничтоженных здесь людей в этом концлагере это были литовские евреи. «14 мая 1972 года молодой литовский диссидент Ромас Калантас совершил самосожжение у здания музыкального театра в Каунасе. При этом он успел выкрикнуть «Свободу Литве!», а в его блокноте нашли запись «В моей смерти виноват только строй». Обычным поведением советских властей в такой ситуации было максимально скрыть произошедшее и избежать публичной огласки. Похороны прошли на несколько часов раньше запланированного времени, однако это не помогло. Жители Каунаса, собравшиеся проститься с Калантой, двинулись толпой на центральную улицу города и начали сооружать баррикады. Полиция пыталась прекратить несанкционированный митинг, что привело к жертвам. По некоторым данным, погиб по меньшей мере 1 милиционер и несколько протестующих. 402 человека были впоследствии арестованы. Литва стала постоянным источником головной боли для руководства СССР. Через 5 лет после каунасских событий в Вильнюсе, после победы местного футбольного клуба над Смоленской «Искрой», толпа болельщиков прошла маршем по центру города. Они выкрикивали лозунги вроде «Долой оккупантов» и «Русские, убирайтесь», а также срывали советские агитационные плакаты со стендов. Разгонять этот митинг тоже пришлось с помощью милиции. Есть мнение, что в Прибалтике даже при СССР свободы было больше, чем в остальных республиках. Об этом рассказал литовский поэт Томас Венцлова, который около 40 лет провел в эмиграции после отъезда из Союза.
С одной стороны, в Литве было вроде бы как-то цивилизованнее и свободнее, чем в Москве и особенно в Ленинграде. Культурная жизнь была, пожалуй, живее. То есть у нас можно было выставлять модернистские, даже абстрактные картины. В Москве их давили бульдозерами. Но у нас можно было делать спектакли, которые в Москве или тем более в Ленинграде не позволили бы. Можно было заниматься современной музыкой. Можно было издавать книги, ну, правда, с некоторыми сложностями, но можно, которые в Москве и в Ленинграде не издавались. С другой стороны, очень преследовалась религия, пожалуй, больше, чем в России, поскольку литовцы в основном католики, и католическая церковь управляется из Ватикана, то есть власть ее не вполне контролирует, как они контролировали православную церковь. Больше преследовался национализм, сепаратизм, ну, то, чего, собственно говоря, в России как бы и не было. В этом здании в советские годы, как и сейчас, располагалась Академия наук Литвы. 3 июня 1988 года здесь прошло учредительное собрание инициативной группы Литовского движения за перестройку. Оно больше известно нам под названием «Саюдис». Также называлось движение борьбы за свободу Литвы в послевоенные годы. Интересно, что официальные власти поначалу, если и не приветствовали появление Саюдис, то как минимум не препятствовали ему. Первого секретаря литовской компартии, который с ревностью отнесся к новому движению, даже отправили в отставку. Республику возглавил Альгирдас Бразаускас, который, наоборот, сочувствовал Саюдису. Для проведения первого съезда движению предоставили Вильнюсский дворец спорта, самый большой зал в Литве в тот момент. Первоначально Саюдис выступал с довольно умеренными требованиями расширения перестройки, но уже к февралю 1989 года он провозгласил своей единственной целью выход Литвы из состава Советского Союза. О движении я поговорил с его членом Зигмасом Вайшвилой. Конечно, были и натуральные волнения, потому что проблемы были реальные. Это раз, но как и мы, клуб Жемина, столкнулись, мы стали тоже собирать подписи, остановить строительство третьего реактора Игналинской атомной станции, тоже адресованное Николаю Рыжкову. Ну и собрали ни много ни мало, 1,5 миллиона. И сразу давление властей и тому подобное, и давление КГБ очевидное было. И поэтому одним из толчков и было, и в моей речи, на создании Саюдиса: смотрите, ребята, по одному нас всех тут в уголки запрячут. Да? КГБ как-то противостояло этому? Но они же не могли не знать. Знаете, я думаю, что литовское КГБ, как и литовские власти тогдашние, они колебались. Но черт знает, они вроде бы за перестройку в Москве, да. Александр Яковлев приезжает, он одно отчитывает, Медведев другое отчитывает, но они так колебались и упустили момент. 23 августа 1989 года жители Эстонии, Латвии и Литвы выстроились в живую цепь. Произошло это в 50-летнюю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа. Цепь растянулась на 670 километров. Она началась возле башни Длинный Герман в Таллине и закончилась здесь, у башни Гедеминиса в Вильнюсе. В акции участвовали до 2 миллионов человек или 25% жителей республик. Аналоги этой акции довольно сложно найти в мировой истории. Балтийский путь внесен в книгу рекордов Гиннесса как самая длинная живая цепь. Акция не привела к какому-то немедленному результату. СССР не развалился мгновенно, а прибалтийские республики не получили независимость сразу же после ее завершения. Смысл Балтийского пути был больше символический, такой же, как падение Берлинской стены 2 месяцами позднее. Мирный массовый протест жителей Литвы, Латвии и Эстонии поддержали другие республики. Митинги солидарности с Прибалтикой проходили в Москве, Ленинграде и других городах. Акцию прибалтийских республик повторили украинцы, выстроив живую цепь от Киева до Львова.
Когда была в 89 году акция «Балтийский путь», вы принимали в ней участие? Конечно. Вы стояли? Да? Все стояли. Можете рассказать, как это было? Мы с какими-то друзьями поехали. Загрузили все машины, поехали чуть-чуть за город, где там было поменьше людей. И встали. Много народу было? Да. Ну как? Ну так, вперед. И стояли все за руки. А не было страшно, что, может, какие-то там потом будут преследования, репрессии? Это еще все-таки 89. Вы знаете, вообще не было страшно. Вот весь этот период перемен страшно не было. Люди не понимали, что что-то могут, ну, какие-то могут произойти. Нет. Мне, ну, может, это связано с тем, что я была очень молода, но страшно не было вообще. Никто не думал о последствиях. Но, конечно, когда распадался Советский Союз, то я, конечно, ходила на все митинги. И митинги были, и мы боролись не против, скажем, русских, а против советской власти как таковой, против коммунистического строя, что подразумевало все остальное. В конце 80-х в СССР в полном разгаре шла перестройка. Политика реформ, объявленных новым генеральным секретарем Михаилом Горбачевым. Одним из важнейших нововведений были свободные выборы в Верховные Советы Республик. Состоялись такие выборы в 90-м году и в Литве. Большинство мандатов получили представители движения «Саюдис». Представителем Верховного Совета стал один из лидеров Саюдиса Витаутас Ландсбергис. На первом же заседании 11 марта 90 года Верховный Совет принял декларацию о восстановлении независимости Литовской Республики. В соответствии с этим документом действие Конституции СССР на территории Литвы прекращалось и начиналось формирование национальных органов власти. Кто вам поручил? Я сам лично. Лично? Лично сам. Где вы работаете? Здесь, на заводе. Кем? Слесарем. Слесарем? Да. Вот так хорошо пишете. А как вы думаете? И как вы себе представляете независимость? Я представляю, какой независимый ведь я родился, такой и умереть. Ночью с 10 на 11 произошло еще одно, я бы сказал, очень важное событие. Был подготовлен пакет из 6 документов по восстановлению независимости. И акт независимости сам по себе уже 12-й документ по принятию. В эту ночь один из членов группы, которая готовила эти документы, из депутатов из Каунаса, он взял адвоката Гинтераса Пукаса из Каунаса. Они ночью приехали к министру, советскому министру юстиции Пранасу Курису. Жена испекла курицу, и они сели за работу. И вот после этой работы появилось коронное слово, что мы не только объявляем суверенитет, но уже начинаем реализовывать с момента объявления акта. Эстонцы и латыши это сделали только после провалившегося путча в Москве, август 1991 года. Вот такое есть отличие. И поэтому Литва, в которой национальная ситуация была лучше, чем в Латвии и Эстонии, 80% населения литовцев, то есть проще было много что сделать. Но она, так сказать, стала, основным в глазах реакционеров Кремля, основным таким раздражающим фактором. Разумеется, руководство СССР принятый литовцами документ объявило незаконным. Под контролем центральных властей оставались силовые структуры и важнейшие объекты инфраструктуры. Сложилась ситуация двоевластия. Подстрекаемая западными радиоголосами группа экстремистов сегодня предприняла попытку провести в столице Литвы Вильнюсе антисоветскую демонстрацию с целью опорочить принятое в 1940 году литовским народом решение восстановить в этом крае советскую власть и вступить в состав СССР. Чтобы вернуть непокорную республику, союзный центр пошел на беспрецедентный шаг – ввел санкции в отношении собственных граждан.
В апреле 90-го года началась экономическая блокада Литвы. Прекратились поставки нефти и газа, различного сырья для литовских предприятий, части продовольственных товаров. В республике возникли перебои с электричеством. Верховному Совету пришлось ввести талоны на продукты. Никуда вы не уйдете. Вы цивилизованный народ. Это что дикари могут что-то там, понимаете, истребители что-то. Вы не уйдете. Совесть вам, в конце концов, не позволит. От экономической блокады Литвы пострадала и расположенная по соседству Калининградская область, которая получала электроэнергию из Литвы. Но даже это не остановило союзные власти. В июле 90-го года Горбачев и Ландсбергис пришли к консенсусу. Литва приостановила действие Декларации о восстановлении независимости, а Москва прекратила экономическую блокаду. Впрочем, компромисс длился недолго. Переговоры о выходе Литвы из СССР зашли в тупик. Уже в декабре действие декларации возобновилось. Конфликт вышел на новый уровень и привел к вооруженному столкновению. Убедить Литву отказаться от идеи независимости не получилось ни путем переговоров, ни с помощью экономической блокады. Поэтому союзный центр решил прибегнуть к последнему доводу – военному вторжению. Что-то похожее уже происходило в Тбилиси в 89-м и в Баку в 90-м. В 91-м пришла очередь Вильнюса. 10 января президент СССР Горбачев потребовал от Литвы отменить действие декларации о независимости. Фактически это был ультиматум республики. На следующий день в Литву вошли войска. Руководство Верховного Совета призвало граждан выходить на улицу, чтобы защитить правительственные здания. В ночь на 13 января советские десантники и бойцы спецподразделения «Альфа» штурмовали телевизионный центр в Вильнюсе. В перестрелке погибли 15 человек, 140 были ранены. Среди погибших был и лейтенант группы «Альфа». Штурм в итоге провалился, и войска ушли обратно в казармы. Другая колонна военнослужащих должна была той же ночью захватить здание Верховного Совета Литвы, но атака не состоялась. Никто из высшего руководства СССР не захотел взять на себя ответственность за эту операцию. От нее открестились и министр обороны, и министр внутренних дел, и директор КГБ, и даже президент Горбачев. Получалось, что бойцы «Альфы» как бы вдруг сами решили ни с того ни с сего штурмовать Вильнюсскую телебашню. Заочно виновными были признаны несколько крупных чиновников. Среди них были министр обороны Язов и руководитель КГБ Крючков. В августе 91-го оба окажутся среди членов ГКЧП, органа, который попытается захватить власть в СССР. И здесь такой памятник, это люди, которые погибли здесь 13 января 91 года. И здесь 14 фамилий, хотя погибло здесь 15 человек, 15-й это был сотрудник «Альфы». Вот. Его имени здесь по понятным причинам нет. После всех этих событий, когда стали давать показания, в Москве стали давать показания советской прокуратуре, союзной прокуратуре дали давать показания военные, они открытым текстом говорили, Горбачев предал их. То есть он санкционировал словами. И что есть вот в деле, по уголовном деле, которое с первого захода рассматривалось, и в 1999 году было решение, там где 5 или 6 коллаборантов было осуждено. Там есть, знаете что, там есть очень хорошие показания. Первый зам министра обороны. После отделения Компартии Горбачев вызвал его и дал указания по введению военного положения в Литве. Вареников. И Вареников дает показания, что он знал это задание, и он готовил, привлекая, сам работал и привлекая двух сотрудников. Больше никто не знал. То есть, назовем это военным положением по понятиям советских законов, да, союзных. Но если уже пошли на это, очевидно, что нужно захвачивать. И если говорим об этом формальном захвате, то десантники псковские, они остановились, там толпа была. И захват произвела альфа-группа КГБ, которая обошла со стороны. В этой суматохе, там, так сказать, какие там остатки наших милиционеров там стояли против молодых милиционеров. Было 50, которые старались отгородить танки от людей. Почему не был взят Верховный Совет? Слишком много людей собралось.
и ясно было, что будет много крови. Плохой отпечаток наложили события 13 января 1991 года, когда советские танки штурмовали башню в Вильнюсе. Я тогда еще не был директором, но хорошо помню эти события. И именно они тогда подхлестнули многих, что отношения будут испорчены, и что русским лучше отсюда уехать. И многие ведь уехали, очень многие. Ведь было русских 600-700, может быть, тысяч. Независимость Литвы формально была признана Советским Союзом 6 сентября 1991 года, одновременно с Латвией и Эстонией. С этого времени началась новая страница истории независимой Литвы. В первую очередь это отразилось на экономике страны. А вы как относитесь вообще к развалу Советского Союза? Раньше относился плохо, я бы этого не делал. Нельзя было так вот организовывать перестройку. Она была слишком непредсказуемо кончилась. Ведь хотели-то как лучше. Ведь и Горбачев не хотел развала Советского Союза. А вот эти линии противостояния, там Горбачев, Ельцин, и так, движение, это раскачали. Это республики, когда увидели, что дело-то в большой стране швах, стали ставить вопрос о своей независимости, об отделении. Это все раскачало. Ведь и Ельцин не хотел развала. Его как бы никто не хотел. Ну, может быть, кроме стран Балтии. Так они сразу заявили. Литва первая заявила о возможности выхода из состава СССР. Почему? Потому что такая возможность была вписана в Конституцию 73 или 4 года, когда была принята и действовала. Она действовала в рамках этой Конституции. Другое дело, что механизма выхода из состава Советского Союза не было. Вот. И Горбачев приезжал в Вильнюс, говорит, как это вы будете жить без Советского Союза? Никто и не мыслил, а вот так оно случилось, понимаете? Куда вкладывали накопления советские люди, кроме сберегательных касс? В ковры, хрустальные сервизы и, если повезет, в «Жигули». В 90-е, после развала Союза, россияне попытались в инвестиции, но наткнулись на МММ и прочих мошенников. Сегодня у людей большой выбор, куда вкладывать деньги или какие акции покупать. Но как понять, какие инвестиции могут принести прибыль, а какие слишком рискованная трата денег? Онлайн-университет SF Education запустил курс «Школа инвестиций». Преподают на нем практикующие инвесторы. Они учат инвестировать на публичных рынках, так как это делают профессионалы. Также вам расскажут, как формировать инвестиционный портфель, как правильно оценивать компании, какие ошибки обычно совершают начинающие инвесторы. Всего программа длится 7 месяцев. Выпускники получают сертификат и удостоверение о повышении квалификации государственного образца. В качестве бонуса студенты получают 15 тысяч рублей на свой брокерский счет от инвестиционной компании БКС, генерального партнера SF Education. То есть уже во время обучения они могут применять знания, не рискуя собственными средствами. Сейчас купить курс «Школа инвестиций» можно со скидкой 40% по промокоду Варламов. Ссылка на курс есть в описании к этому видео. Но хочу вам напомнить, друзья, что любые инвестиции – это риск. Не вкладывайте деньги, которые для вас критично потерять. И сперва обязательно разберитесь в том, как все работает и как устроено. В момент вступления в состав СССР в 1940 году Литва была преимущественно аграрной страной. Лишь 7% населения было занято в промышленности. В довершении всего большой урон экономике республики нанесла Вторая мировая война. В общем, послевоенное восстановление экономики Литвы было по сути индустриализацией. С нуля создавались целые отрасли промышленности. В 1947 году начал действовать станкостроительный завод «Жальгирис», в 1948-м электротехнический завод «Эльфа», в 1950-м Каунасский турбостроительный завод «Пяргале». Возвращенный Литве Клайпедский порт стал крупным торговым и промышленным центром. Серьезно вкладывались центральные власти и в электроэнергетическую инфраструктуру Литвы. Здесь создавались тепло-, гидро- и даже атомные электростанции. Символом братства стала и эта электростанция имени Ленина. Мощная энергетическая база позволила аграрной в прошлом Литве превратиться в индустриальную республику.
Игналинская АЭС начала работу в 1983 году. Всего здесь планировали построить 4 энергоблока, но в итоге успели ввести в эксплуатацию лишь 2. В 1986-м случилась авария в Чернобыле, где стояли реакторы такого же типа. Это затормозило строительство, а кроме того, экологическая риторика и лозунги вроде «оккупанты губят нашу природу» были крайне популярны в годы борьбы Литвы за независимость. Чернобыльская авария не перечеркнула пользу мирного атома. Тем не менее, даже с 2 реакторами вместо 4 Игналинская АЭС снабжала электроэнергией не только Литву, но и Латвию, Эстонию, Беларусь и соседние российские области. А затем Литва взяла курс на интеграцию в Евросоюз и обязалась прекратить работу Игналинской АЭС. Формальной причиной называлось опасение повторения Чернобыльской катастрофы, хотя Международное агентство по атомной энергетике считало Игналинскую АЭС в высшей степени безопасной станцией. К 2009 году оба энергоблока были остановлены. Литва перестала поставлять энергию в другие страны и, наоборот, стала ее импортером. Что интересно, станция до сих пор работает. Здесь работает более 1000 человек, но работают они по демонтажу здесь всего оборудования и по окончательной остановке станции. Об Игналинской АЭС я поговорил с ее бывшим генеральным директором Виктором Шивалдиным. Почему построили Игналинскую атомную электростанцию? Решение это было принято в начале 70-х годов. 1974 год уже официально прозвучало в постановлении партии и правительства, естественно, как без этого, что эта станция была уже, как говорится, заявлена для будущего строительства. К тому времени был уже опыт работы первого блока Ленинградской атомной электростанции, других еще фактически не было, хотя строилась в России Курская, Чернобыльская на Украине, Смоленская. И вот 5-я площадка это была Игналинская атомная электростанция. Основной костяк персонала, который и строил, и пускал, и эксплуатировал атомную станцию, это были люди, которые прошли и работали на Ленинградской атомной электростанции, так как шла преемственность одного министерства. Почему нужно было строить в этом регионе атомную станцию? Дело в том, что в 70-е годы развивалась все-таки промышленность, развивалось потребление электроэнергии. Задумано было построить здесь 4 блока с реакторами РБМК уже 1500 мегаватт. Это были крупные головные блоки, таких еще не было нигде построено, ни в России. Да и на сегодня в мире, я вам скажу, реакторов с такой мощностью еще нет. Станция была передана, думали, что будет негативное отношение, и Литва, может быть, ее быстро закроет. Но правительство Литовской Республики приехало, министр энергетики Леонас Ашмантас на станцию, встретился с коллективом и попросил не уезжать. И мы остались. А меня назначили генеральным директором. До этого я занимал пост заместителя главного инженера по эксплуатации. Это тоже случилось после Чернобыльской аварии. Дело в том, что когда директором, при котором мы пускали атомную станцию, первый блок, был Луконин Николай Федорович. Он приехал в 1983 году, а в 1986 году он уже уехал. И уехал первым министром атомной энергетики Советского Союза. Вместе мы с ним работали на Ленинградской станции, он там был директором. И когда он уезжал, подписал приказ, Анатолия Ивановича Хромченко, этого бывшего главного инженера, назначил директором, Негреводу Геннадия, заместитель по эксплуатации, был назначен главным инженером, а меня назначил заместителем главного инженера по эксплуатации. Но в дальнейшем судьбу Игналинской атомной электростанции, судьбу персонала АЭС и персонала города Висагинаса, да и мою судьбу, решили 3 глобальных события, фактически прошлого века. Это авария на Чернобыльской атомной электростанции. Через 2 года, буквально после запуска, да? Да, это было 26 апреля 1986 года. Следующее грандиозное событие эпохальное – это развал Советского Союза. Передача станции уже, соответственно, в юрисдикцию Литовской Республики. Это произошло в октябре 1991 года. После уже путча, когда уже Ельцин залез на танк и сказал, это ваше, это наше. Он быстро все поделил. И так быстро, по-моему, еще никто никогда ничего не делил. Но вот это все сказалось на судьбе.
в некоторых местах станции время действительно остановилось. И, например, вот эта вот остановка, на которой раньше собирались рабочие, их сюда привозили, увозили. И видно, что этой остановкой уже много-много лет никто не занимается, она так поржавела, и прямо такой маленький локальный Чернобыль не в плане катастрофы, а в плане вот сохранения каких-то советских артефактов. Обратите внимание, как раньше делали остановку. Здесь чередуются открытые и закрытые секции. То есть были закрытые секции, где за стеклом в плохую погоду можно было ждать автобус. Вот. Есть открытые секции. И что удивительно, ничего не развандалили, все сохранилось. И даже старые урны советские с таким вот необычным узором. Такие вот очень хорошо, добротно сделаны, тяжелые, хорошие урны. Вот, все сохранилось. О том, как остановка Ингалийской АЭС сказалась на Литве, рассказал экономист Жигимантас Маурицас. К сожалению, мы не сохранили советскую атомную электростанцию. Впрочем, это не так уж и плохо, ведь Литва ускоряет разработку возобновляемых источников энергии. Как говорится, чтобы создать что-то новое, нужно разрушить старое, а нам нечего разрушать. В Польше, например, 70% энергии производится с помощью угля. Такой способ давно устарел, от угля нужно отказываться. У Литвы подобной проблемы нет. Нашей атомной станции хватало, чтобы обеспечить энергией всю страну и даже больше. Мы экспортировали энергию в Латвию, Беларусь и другие страны. Теперь, когда электростанции не стало, энергии хватает только на 25-30% территории страны. Остальную часть мы импортируем. У Литвы осталась возможность для развития возобновляемой энергии, и планы насчет нее довольно амбициозные. В перспективе в течение следующих 10 лет начать экспортировать только зеленую энергию. А как воспринимается изнутри, то есть, внешне оно примерно понятно, как ситуация выглядит, как воспринимается изнутри вот это вот требование Евросоюза, что давайте закрывайте станцию. То есть Литва же, она обеспечивала себя, обеспечивала соседние страны, а сейчас вынуждена электроэнергию покупать. Как воспринимается вот литовцами вот такие требования Евросоюза? Смотри, вообще история-то это началась еще в конце 80-х. И началась, в принципе, с зеленого движения. Да, это были экологические протесты. Это были экологические протесты, которые, по сути, в общем-то, не вдаваясь в какие-то очень мелкие детали, они являлись частью движения Сайдиса, да, которое это общественное движение, которое привело к известным всем событиям. И потом эту историю, что она небезопасная, ее педалировали. Были даже потрачены деньги на ее некую усиление безопасности, так скажем, в итоге ее закрыли. А вариант, основная история заключается в том, что это было одно из главных условий вступления в Евросоюз. Все, точка. То есть дальше ты можешь думать, фантазировать и так далее. Хотя здесь основная, все равно, если в эту тему, в общую входить, мнение о том, что убили курицу, которая несла золотое яйцо, его никак не искоренишь в принципе. Это именно здесь? Или вообще в Литве? Это именно здесь. Город Припять стал известен на весь мир после аварии на Чернобыльской АЭС. Все его жители были эвакуированы и больше никогда не вернулись в родные дома. С тех пор Припять уже 35 лет излюбленное место для любителей посмотреть, как природа берет верх над построенным людьми городом. Ну а здесь, в Литве, есть город Висагинас. Сегодня это единственный город в Литве, где преобладает русскоязычное население. Как и Припять, он строился как город-спутник для атомной электростанции. Проектировали, кстати, ленинградские архитекторы, и за этот проект их выдвинули на государственную премию СССР, но вручить ее до распада Советского Союза уже не успели. После закрытия электростанции Висагинас начал стремительно пустеть. Он, конечно, не превратился во вторую Припять, но определенное движение в этом направлении прослеживались, особенно в 90-е. Например, половину населения отсюда уехало, какие-то квартиры были заколочены, но сейчас мы здесь находимся, и ощущение, что этот город брошен, здесь не создается.
То есть повсюду, во-первых, порядок, везде такая чистота. Да, кое-где можно видеть разбитые дороги, там благоустройство еще советских времен никто не трогал, какие-то, может быть, убитые дворы, но видно, что городом занимаются, видно, что здесь все обслуживают, стригут, какие-то новые деревья высаживают. То есть город живой, и жизнь здесь продолжается. Что случилось с Висагинесом после закрытия станции? Сначала был шок, когда мы это все узнали. Мы столько сделали, получили лицензию. Мы думали, ну теперь-то мы будем работать. И тут политическое решение на переговорах членства в Евросоюзе, и принимаются даты закрытия. Ну, персонал был, конечно, не готов, в шоке. Мы пережили этот шок. И начали готовиться, потому что все равно лучше подготовиться. Мы хотя бы эти даты знаем, время это у нас было, стали делать проекты. И в том числе, конечно, многие люди понимали, что с закрытием одного блока часть персонала будет не нужна, будет уволена. Вот. А с закрытием второго блока другая часть будет уволена. Конечно, пришлось очень много работать с персоналом. Психологический климат был ужасный. Люди боялись за свою судьбу, за будущее, куда деваться. Другого места переехать в Литве уже для тех, кто работал на атомной станции или жили в городе, практически не было. Помощь правительства оказала, там направила нам тоже проекты по строительству мебельного комбината делают. Ну, планировалось там 500-600 человек, но, по-моему, человек 300 там работает. Есть небольшая швейная фабрика, которую тоже приватизировали немецкие компании, она шьет немецкие костюмы мужские, там написано «Made in Germany», естественно, прямо с Висагинеса идут в Германию, в Европу. Но вот Висагинес — это такой прямо заповедник позднесоветской архитектуры, и интересен он не только своими панельками, а тем вообще, что из панелек можно было сделать. Например, вот за моей спиной такие не совсем обычные пятиэтажки, их здесь называют вильнюсские дома. Их придумали здесь, у них такие скошенные углы с нишами, в которых располагаются балконы. И, в принципе, вот почти вся вот эта вот панельная архитектура Висагинеса, она про то, что можно сделать из очень ограниченного набора вот этих железобетонных изделий. Те же самые вот типовые панели, типовые подъезды, типовые лестницы, но архитекторам хотелось создать что-то интересное. И они как-то справлялись. И, конечно, когда ты смотришь на вот эти вот старания, а потом смотришь на современную архитектуру, особенно в России, когда, кажется, есть вообще любые материалы, любые формы, делай все, что хочешь, и насколько сегодня вот архитектура деградировала, и мысль архитектурная деградировала, и как раньше пытались из очень ограниченного ресурса делать что-то комфортное для людей. Еще здесь попадаются такие удивительные вещи, например, между панельных домов внезапно располагается церковь кирпичная. Тут довольно мило, потому что город очень зеленый. Видите, тут такие сосны прямо стоят посреди соснового леса, и чем-то это напоминает Скандинавию. А еще такая вот отличительная особенность, что здесь так очень чистенько и аккуратненько, хотя видно, что, например, ту же самую плитку советских времен никто не менял, никакие дорожки здесь не ремонтировали, но, тем не менее, жители и администрация, они стараются здесь поддерживать какой-то порядок, и этот порядок, он сильно отличается от порядка, который мы видим в российских городах, потому что это не знакомый нам вот этот ЖКХ-арт, а здесь так довольно стильно растут цветочки, елочки, какие-то камни. И выглядит это все очень приятно. Удивляет, опять же, с одной стороны, ты видишь такие вот прямо советские унылые декорации, эти серые панельные дома, но с другой стороны, все очень чистенько. То есть не создается ощущение какой-то прям там деградации, упадка, которая часто есть там в нашей провинции. Ну да, там не самая новая дорога, но все равно, да, вот вокруг подъездов все так очень аккуратно. Цветочки везде растут. Прямо так красота, и при этом не просто растут, а растут стильно. Еще один тип местных домов называется дома клайпедского типа. Здесь
Очень характерны такие вот эти массивные лестничные марши, которые вынесены. Ну и довольно такие интересные балконы с необычным декором вот этих вот заслонок. Они покрыты белой глазурованной плиткой, а сами стеновые панели, они покрыты красной керамикой. И дом выглядит довольно необычно. Что здесь примечательно, если сравнивать с российскими такими моногородами, по сути это моногород, который строился для атомной электростанции. У нас все было одинаковое. У нас в России, да, брали какую-нибудь 5-этажку, там 9-этажку и просто застраивали все одинаковыми домами, и было все максимально уныло. Здесь какое-то несколько десятков различных типов домов, то есть местные архитекторы, они пытались как-то разнообразить даже такую позднесоветскую серую унылую среду. Ну и, конечно, супер круто то, что они везде сохранили сосны по максимуму. И здесь дворы — это просто такой маленький сосновый лес. И выглядит это, опять же, невероятно круто. А люди отсюда уезжают как? Ну, молодежь, конечно, уезжает, да, на работу. Хочет себя попробовать, но многие возвращаются в итоге. Когда начинают обзаводиться семьями. Потому что здесь комфортно жить. Понятно. Сколько квартира здесь стоит? Если покупать, да, разные цены, в зависимости от состояния, наверное, 15 тысяч евро, 10 тысяч евро. Сейчас цены выросли сильно. Ну, то есть недорого можно купить? Можно недорого. За 15-20 тысяч евро можно купить квартиру? Ну, такую убитую, грубо говоря. Если ты хочешь сам ее полностью переделывать, то да, вполне. Можно. Это вообще недорого. Да, можно снять за 100, где-то 150 евро. За 100-150 евро можно здесь снять квартиру, да, и жить? И жить, да. Есть еще Икеа фабрика, там люди работают. Мебельная, да? Ну. Какие зарплаты? Ну, вот на Икеа может от 600 евро или 500. Это совсем немного, да? Ну да. Ну, нормально для такого города. А ты что собираешь, какие вообще на жизнь планы? Ну я вот, мне 5-й курс нужно закончить на стоматологии. И, ну, я учился в этом в Минске. Ну и меня, запретили въезд. Ну, на протестах меня задержали. По политике? Да. И вот, и мне 5-й курс осталось закончить. Я думаю, может поехать или в Россию, или в Донецк закончить. Я понял тебя. Я так посмотрел, в Донецке цены в 4 раза дешевле. Если, допустим, в Минске обучение за год платишь 4300 долларов, да? А в Донецке 100 тысяч рублей. Ну, это чуть-чуть больше, наверное, чем 1000 евро. Универа нету, конечно, люди постепенно разъезжаются, разбегаются. Вот. А то, что здесь, какой здесь уровень для детей и молодежи, там спорт, искусство, культура, детские творчества, всякие кружки и так далее, забавы, очень влюбляешься в этот город и потом хочешь вернуться. Просто потому что любишь эстетику, что ли, знаешь, что этот кайф посидеть с пивом возле озера, все эти друзья, все эти знакомые, они создают такую энергетику. То есть не за работой возвращаешься, тут ее мало, естественно, после закрытия станции, возвращаешься за этим кайфом, как-то побыть со своими, что ли. А литовцы сюда приезжают, и им что здесь интересно? Романтика. Ты знаешь, типа, посмотреть, что это такое, что это за город, почему он здесь вырос, почему здесь столько русских. Молодые, они же вообще не понимают, что сюда приезжал Средьма, что в газете «Правда» была табличка «Езжайте на большую стройку в Предбалтику», знаешь, типа, что здесь все это построилось, и непонятно, почему он русский, почему он такой молодой, почему он такой особняком стоит, что это вообще за атомная энергетика вообще, как бы в Литве же, нету такой штуки. Им это интересно. Сейчас за последние 3 года прям прорыв. Я каждую неделю вожу пару групп туристов, которые прям ходят от мала до велика, интересуются городом, я рассказываю какие-то страшные истории. Здесь очень легко делать свое. Маленький город, легкие возможности. То есть, если ты что-то придумал, ты можешь это сделать. Но сама машина, она не очень помогает. А как литовцы реагируют вообще на рассказы на то, что это русский город? Да, нормально, ты знаешь, с интересом, потому что сейчас уже не страшно. То есть, как бы, и знаешь, и Путин, и Лукашенко, как бы сейчас это не страшно. Ну, как бы они где-то там, да, мы где-то здесь прикрыты вроде как некой НАТО, некой Европой, и можно спокойно об этом говорить, знаешь, они приходят, интересуются. Ну, и раньше было там 4% литовцев, и в литовской школе было там минимум выпускников, знаешь, как учителей в первом курсе. А потом все это поменялось, и сейчас у нас, наверное, 40, может быть, 30% литовцев, все меняется, все говорят по-литовски, и молодежь, и взрослые, учатся. Все подготовлено, знаешь, для вот этой комфортной, тихой жизни. Просто сейчас такое время, когда мало кому нужна комфортная, тихая жизнь. Все хотят какого-то драйва. Это свобода, это точка свободы, присоединиться, где мы боремся с консерватизмом, пишем проекты, идеи, концепции, максимально
Ну, молодежь рисует на стенах, на потолках. Здесь, короче, здесь собирается молодежь, тусит, слушает пластинки, винил, рисует. Вон они, у них все вечно развалено, в грязном состоянии, делают музыку. Тут пацаны сейчас так раскачали, что играют на городских праздниках уже. Это все бесплатно? Да, да. За счет чего? За счет сумасшествия, в частности, моего и моих друзей, которые содержат, спонсируют это место, чтобы оно жило. Короче, здесь медитационная, одновременно с арт-резидентной. Друзья, вы спрашиваете меня, что это такое? Что это такое? Это я! Это я! Это веселый вязаный Варламов, который может быть у вас. Самое главное, он поднимает настроение, потому что он смеется. Он смеется, мы записали смех. В общем, он очень долго смеется, если его аккуратненько шлепнуть по пузику. Вот. И этот маленький Варламов, друзья, может радовать и вас. Он реально поднимает настроение, это очень круто. Эта игрушка вяжется вручную. Делает ее Алина из Ставрополя. Она, кстати, ее и придумала, мы с ней договорились. И она вяжет, набивает. Это полностью ручная работа. Вот это все ручная работа. У нее уходит сутки, а то и больше на каждую игрушку, чтобы вот ее сделать. Она офигенная. Она реально очень-очень круто, очень качественно. Это ручная работа. Меня все, кто видит, они, какая классная. У нас супер ограниченный тираж. Еще раз, на одну игрушку уходят сутки. Поэтому, если вы хотите приобрести эту игрушку, ссылочка в описании, проходите и покупайте. Вот, это супер эксклюзив, это смеющийся Варламов. И скоро мы сделаем нецензурную версию. Нецензурную. Это смеющийся Варламов. Скоро будет матерящийся Варламов. Без запикивания. Пока покупаем смеющегося и ждем новых анонсов. Ссылочка в описании. По данным социологов, уровень ностальгии по временам СССР в сегодняшней Литве сравнительно невелик. Исследовательский центр Пью провел опрос, в ходе которого лишь 23% литовцев назвали распад Советского Союза негативным событием. Среди молодежи в возрасте до 35 лет так ответили и вовсе всего 14% респондентов. Думаю, что нет никакой большой ностальгии, она может быть прорывается в некоторых моментах, что государство что-то должно, что вот они должны дать что-то, да, но все-таки этого все меньше и меньше, и все-таки преимущественно много населения Литвы пострадало от депортации и так далее, и это есть в семейной памяти, что да, может быть, есть некоторые моменты, которые там, ну, это все равно детство там, моих родителей и так далее, но сам режим, сама система, она была как бы нехорошей, она принесла много вреда. Что касается ностальгии по СССР, то, возможно, кто-то ее и чувствует, но думаю, что это совершенно ничтожный процент, в основном пожилых людей. Есть такие люди, которые тогда жили лучше, чем сейчас, такие есть. Но их действительно немного. Человек считал себя более как бы безопасным. То есть он знал, что он не потеряет работу, что он, если у него есть квартира, то он ее не потеряет, что он не банкротится, что у него, так сказать, на самые главные жизненные потребности всегда будет хватать денег. Но одновременно это была скучная, однообразная, бедная жизнь. Сейчас она гораздо интереснее, гораздо живее и гораздо состоятельнее в целом. К экономическим реформам Литва приступила еще до официального распада СССР. Уже в 90-м здесь прошло что-то вроде приватизации. Несколько предприятий были переданы их трудовым коллективам. А в 91-м началось создание отдельной от Советского Союза финансовой системы и внедрение национальной валюты – лита.
Рыночные реформы здесь проходили мягче, чем в России. Литва отказалась от резкого повышения цен на продукты питания. Предприятиям оказывалась помощь, чтобы не допустить их банкротства и закрытия. Приватизацию проводили с помощью ваучеров, но в отличие от России, они были именными, что позволяло избежать всяческих махинаций с ними. О том, как проводили реформы в Литве, мне рассказал бывший министр иностранных дел Вигаудас Ушацкас. Ну и, конечно, очень большой и не такой легкий период был, когда нам надо было перейти с плановой экономики в рыночную экономику. С этим столкнулись многие страны, так называемого бывшего Советского Союза, в том числе и России, но в результате большой помощью и европейских стран, особенно Европейского Союза, мы приняли у себя весь сет законов и нормативные правила, которые помогли уже нам интегрироваться и стать членами Европейского Союза, ну и что касается безопасности НАТО. Сегодня Литва крупнейшая экономика из 3 стран Балтии по номинальному значению ВВП. А по ВВП на душу населения среди всех постсоветских республик она уступает лишь Эстонии, опережая некоторые европейские страны, например, Венгрию, Польшу и Хорватию. Особенно бурно литовская экономика росла в начале нулевых годов. Этому способствовали вступление страны в ВТО и Евросоюз. Одна из важнейших отраслей для сегодняшней Литвы – это пищевая промышленность. 60% молочных продуктов, произведенных в Литве, идут на экспорт. До введения России ответных санкций против стран Евросоюза литовские сыры были широко представлены на витринах наших магазинов. Другая значимая для Литвы отрасль – это финтех. Как и соседние Латвия и особенно Эстония, страна делает ставку на развитие IT-индустрии со специализацией именно в финансовой области. В 2019 году страна стала вторым по величине центром финансовых технологий в мире после Великобритании. Экономическое развитие нашей страны можно разделить на 3 основных этапа. Первое десятилетие после обретения независимости было переходным и нестабильным периодом. Как и в России, это был кризис банковской системы и многочисленные банкротства компаний, которые потеряли свои рынки сбыта. Был шок на рынке энергоресурсов, поскольку в советское время цены на энергоносители были значительно ниже. Просели все неэффективные производства. Финальной точкой этого перехода был российский кризис 98-го. После этого этапа экономика Литвы поменяла направление в сторону Запада. Второй период нашего экономического развития характеризовался быстрым, но неустойчивым ростом. Ожидания тогда были завышены. Мы даже делали расчеты того, сколько лет нам потребуется, чтобы догнать такие страны, как Германия или Швеция. Вместо того, чтобы инвестировать в свою экономику, строить заводы, высокотехнологичные производства, мы инвестировали большую часть средств в недвижимость, создавая так называемый пузырь на рынке недвижимости. Это был пузырь потребления с очень высокой инфляцией. По нам сильно ударил кризис 2008-го. Литва пострадала от него больше других прибалтийских стран. Но в этом был и позитивный момент. Мы наконец осознали, что иметь оптимистичные взгляды на экономику страны недостаточно. Для этого нужно еще и что-то делать. И третий этап был довольно успешным для всех стран Балтии, особенно для Литвы. Это было уже десятилетие устойчивого роста. Период подъема начался в 2009-м. На пике кризиса нам удалось привлечь в страну банк Barclays, что способствовало прорыву в секторе высоких технологий и IT. Эти отрасли начали очень быстро расти. Ностальгию по СССР литовцам заменяет стремление в Европу. Заявку на вступление в Евросоюз Литва подала в 1995 году. Полноценного членства в организации пришлось ждать всего 9 лет. В начале 90-х мало кто мог поверить, что евроинтеграция бывшей Советской Республики осуществится настолько быстро. О евроинтеграции Литвы рассказал бывший премьер-министр страны Andrius Kubilius. Уже в 1993 году стало понятно, что нам открываются двери интеграции в Европейский Союз. Поэтому мы уже с самого начала начали себя нацеливать на интеграцию. Сначала это было неофициально, потом все более как бы официально. То есть у нас был очень ясный путь, ясные какие-то знаки на пути, что нужно сделать. Вот. И все получилось.
После первого анализа Европейская комиссия пришла к выводу, что в Литве существуют серьезные проблемы с функционированием рыночной экономики. Страна может не справиться с усилением конкуренции на внутреннем рынке. Поэтому, когда в 1997 году был опубликован список кандидатов на попадание в следующую волну расширения Евросоюза, Литвы в нем не оказалось. Зато в этом списке была Эстония. Мы должны были принять весь объем, то, что называется acquis communautaire, то есть весь объем юридических законов, директив и тому подобное, которые определяют существование Европейского Союза, существование общего рынка. И я уже не помню, сколько там тогда называлось, сколько это там число, какое число там юридических актов, но, по-моему, там насчитывалось около 10 тысяч. 10 тысяч актов Европейского Союза мы должны были воплотить у себя дома, то есть либо менять свои законы, либо принимать совсем новые законы, для того, чтобы мы могли стать частью общего рынка. Для Литвы, я бы сказал, наверняка у нас были такие три. Один это всем было такой горизонтальный вопрос, что касается продажи земли сельскохозяйственного назначения. Потому что не только в Литве, но и в Центральной Европе, в других странах, Вишеградов и Латвии, Эстонии, особенно фермеры, они очень заботились и даже боялись, что когда мы откроем свой рынок, более богатые немцы, шведы, датчане приедут и выкупают всю землю нашей страны. Эти боязни, они были неоправданы. По большинству 90% тех людей, которые занимаются сельским хозяйством в Литве, они являются резиденты или граждане Литвы. Два такие чувствительные вопроса были действительно, и они были очень сложные. Первое, которое имело даже, я сказал бы, геополитический аспект, это вопросы, связанные с транзитом в Калининград и из Калининградской области. По транзиту велись долгие переговоры, и в результате мы достигли понимания и решения вопроса того, что была принята такая специальная схема для виз для граждан России, которые ездили в Калининград или из Калининграда в Москву для жителей Калининградской области. И третий вопрос, который был, опять-таки, важен энергетическим аспекте, это прекращение действия эксплуатации Игналинской атомной станции. Прямые переговоры начались как раз во время моего правительства, 99-2000 год, когда мы начали уже конкретно переговариваться насчет всех этих законов. И это заняло у нас где-то 3-4 года. И в 2003 году уже было принято решение, что мы вместе с 10 другими странами Центральной Европы становимся членами Европейского Союза. Чтобы помочь отстающим странам, Евросоюз принял специальную программу усиленной вступительной стратегии. Она предполагала как финансовую, так и консультационную помощь по линии различных европейских организаций. В итоге все три Балтийские республики вступили в Евросоюз одновременно. Это случилось 1 мая 2004 года. Вступлению предшествовал референдум. Он прошел 10-11 мая 2003 года. Более 90% пришедших на избирательные участки граждан поддержали евроинтеграцию Литвы. Это, конечно, было историческое достижение. Мы стали членами НАТО, и мы праздновали, и понимали, что действительно очень много нам удалось достичь. В Литве начался хороший экономический рост, но тогда пришел 2008 год, и мы выиграли выборы. Моя партия, консерваторы, мы выиграли выборы, и через месяц грохнул новый финансовый глобальный кризис, это банкротство Lehman Brothers в Соединенных Штатах Америки, что привело к разрушению всей финансовой глобальной системы.
Это очень болезненно ударило по Литве, по всем 3 балтийским странам. То есть я опять стал менеджером кризиса, премьер-министром, который занимался, во-первых, как преодолеть вот этот кризис. Действительно, нам пришлось принимать очень болезненные решения, потому что наш валовый продукт в 2009 году упал на 15%. За годы членства в Евросоюзе Литва получила более 15 миллиардов евро в рамках различных программ. Больше, чем соседи из Латвии и Эстонии. По итогам прошлогоднего саммита ЕС Литве удалось договориться о предоставлении еще 14 миллиардов евро в течение 7 лет. По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, эти деньги пойдут в первую очередь на развитие зеленой экономики и финансирование проектов по цифровизации. Насколько сегодня Литва самостоятельна в принятии своих решений? Насколько вообще можно говорить, что мы стали свободной, независимой страной, учитывая то, что какие-то условия диктует Евросоюз? То же самое, говорит, закрывайте там станцию, например. Но это было условие вступления в Евросоюз. Да, это был наш выбор, что да, мы готовы пожертвовать, да, мы понимаем, что Чернобыль, все такое, как бы, и было намерение строить свою атомную станцию, как ты знаешь наверняка, так что как бы не без Кремля обошлась эта история, не без Кремля построена Островецкая АЭС, что тоже вопреки всей вот этой борьбы за энергетическую независимость. Но так, ну как, мы сидим за столом, там 20 плюс стран. Это, конечно, вопрос всегда, там, консенсус, компромиссы и так далее, но литовский язык как никогда, то есть все переводится на литовский язык, то есть мы участвуем на равных, это никто не диктует, да, мы должны говорить с другими странами Балтии, с странами Вишеграда, с северными странами, то есть строить коалицию, но все-таки это процесс, где мы наравне, несмотря на то, что в Евросоюзе есть страны, как и Франция, и Германия, которые намного сильнее, чем мы, но там диалог и беседа намного уважительнее, чем это было раньше, чем это с Кремлем бывает, да. В начале пути помощь Евросоюза была для нас важной составляющей, особенно во время кризиса 2009-2010 годов, когда на помощь Евросоюза приходилось 5, 7 и даже 8% нашего годового ВВП. Сейчас наш ВВП быстро растет, а субсидии Евросоюза остаются прежними. Доля помощи ЕС должна была снизиться, но из-за пандемии она сохранилась примерно на том же уровне. Теперь речь идет о 2-3% ВВП, потому что показатели значительно выросли. Не забывайте, что Литва не только получает помощь, но и вкладывается сама. Все страны Евросоюза вносят в общий бюджет 1% ВВП. 10 лет назад ситуация была такая, что мы получали в 5-6 раз больше, чем вносили, а сейчас это соотношение сокращается. Возможно, после 2027 года соотношение будет 1 к 2, или даже мы будем вносить больше, чем получать. Ну, экономическими, конечно, мы сильно завязаны на Европейский Союз. И тут наши рынки, конечно, там Германия, соседние страны, северные страны, Скандинавия. Ну, опять же, тут чего-то такого особенного я бы не назвал. И мы туда экспортируем много своей продукции, оттуда приходят инвестиции. И здесь все как бы, опять же, чего-то там такого удивительного или особенного у нас нету. Политически мы, конечно, опять же, очень сильно связаны в своем регионе. Стратегические партнеры наши балтийские страны, скандинавские страны, та же сама Польша, уже исторический наш партнер. И конечно, скажем, мы очень рады той роли, которую играет и в нашем регионе Германия. Скажем, мы очень довольны тому, что как натовские войска у нас стоят как раз войска Бундесвера, германские войска. И мы, конечно, очень сильно поддерживаем партнерство с Соединенными Штатами Америки. Естественно, литовцы не сидят сложа руки в ожидании европейских инвестиций и сами развивают свою экономику как могут. В России часто можно услышать, когда ты с обывателем говоришь, да, что, ну, что взять с этих там прибалтийских стран, они живут за счет
Евросоюза, вот не будь там этих там подачек и все остальное, давно бы уже там была полная бы жопа. За счет чего живет Литва? Есть некоторые кластеры, как там оптика, например, да, там есть, которые очень развиты и так далее. Есть такие компании, как там Thermo Fisher, да, которая работает в среде там биохимии и так далее. То есть там класс. Ну, у нас сейчас тренд на финтехов, да, что все видят Эстонию как ту страну, которая очень развита в IT-плане. Но мне хорошо быть, там, не знаю, вторым, третьим, как бы в Евросоюзе, если так смотреть, да. Мое имя Витязь, да, это называется догонять. Так что хорошо, если есть кого догонять, если ты стремишься к лучшему, это хорошо. Не обязательно быть самым первым везде. Это психологически нехорошо иногда. Если будем смотреть, ну, буквально на данные Всемирного валютного фонда, International Monetary Fund, то увидите, что за последние 20 лет волевой продукт Литвы, он поднялся на одного человека на 5 раз. То, что ВВП на одного человека в Литве сейчас достигает 23 тысячи долларов, а в России 11 тысяч. То, что ВВП у нас вообще между европейских стран наверняка произошел самый крупнейший рост. А сейчас начинается 4-й этап, который, как мне кажется, будет самым успешным. Мы делаем акцент не только на привлечении иностранных ресурсов, но и создаем что-то сами. Например, Литва — это один из мировых центров финансовых технологий, так называемого финтеха. У нас постоянно растет число стартапов, чья капитализация превысила $1 миллиард за короткий период. Инвесторы называют такие компании единорогами. У нас существует ассоциация таких единорогов, куда входят 15 компаний. Вероятно, на душу населения Литва — одна из лидирующих стран в мире. Комфорт жизни в современной Литве тоже постоянно растет. В плане сервисов, что здесь тебя приятно удивило? Ну, во-первых, диджитализация процессов, поскольку я сам айтишник, и я очень люблю, когда жизнь человека делается более удобной через какие-то цифровые сервисы, то есть когда ты не стоишь 8 часов в государственном учреждении, доказывая всем остальным, у вас здесь стояло или у вас здесь не стояло и так далее. Здесь практически все делается онлайн. Как я здесь сертификат получил? Я отправил смс-ку, и мне на почту через 3 минуты пришел сертификат. Немыслимая история для Беларуси. Ну, в России это работает, по крайней мере, в Москве. В России цифровизация достаточно неплохая, на самом деле. Сравнивая с остальным миром, я могу сказать, что в России очень хорошее проникновение цифровых услуг и сервисов. Мы не будем говорить про ваше электронное голосование в контексте этого разговора. Электронное голосование. Потому что мое электронное голосование как раз причина, почему я сейчас в Литве. Соответственно, огромное проникновение цифровых сервисов, вот эта человекоцентричность, желание помочь. Вот комбинация этого, оно формирует очень позитивный имидж как бы Литвы для белорусов, как страны, которая готова помогать сегодня белорусам. В Литве там все более активно действительно происходит цифровизация каких-то вещей. В Литве, кстати, как ни странно, достаточно сильно выросли цены за последнее время. Это вот интересный момент относительно других европейских стран. Литва, мне кажется, ну, как минимум урбанистически идет по пути Скандинавии. То есть вот, особенно если проехать по каким-то новым районам и так далее, иногда тебе кажется, что ты в Швеции или в Норвегии, ну, то есть прям тебя мозг начинает говорить, тебя обманывают. Ну, то есть, вот сейчас выйти, там, перейти дорогу, ты... Если сейчас выйти и перейти дорогу, то нет. Если поехать по новостройкам, да, то, я думаю, можно очень удивиться. Я думаю, что Литва очень хочет быть европейской, и ей это удается. Вот это поразительно, потому что, приезжая сюда, ты сразу понимаешь в ту же секунду, что ты уехал из постсоветской страны. Конечно, вступление в Евросоюз положительно сказалось на литовской экономике. Но понятно, что страна не могла измениться по волшебству. Даже сегодня, через 17 лет после вступления в Евросоюз, отставание литовской экономики от развитых стран Европы все еще заметно, несмотря на все достигнутые успехи. По данным официального портала статистики правительства Литвы, средняя зарплата в стране составляла по итогам 2020 года 1500 евро, или около 1000 евро после вычета налогов. Это существенно больше, чем в России, но несравнимо с показателями стран вроде Австрии, Германии или Бельгии. Литва уступает по уровню зарплат даже таким не самым богатым государствам Евросоюза, как Кипр и Словения.
знаете, и в Литве, да и в России пенсионер пенсионеру рознь. Нельзя всех под одну гребенку чешать. У всех по-разному складывается судьба. Начиная с того, что и пенсия у всех получается разная. У кого-то она, как говорится, минималка. Ноги можно протянуть, как у вас в России, средняя там 15-20 тысяч В рублей. Литве минималка это сколько? Ну, пенсия где-то 450. А 450 евро. у меня фактически под 1000. А у вас под 1000? Да. Если под 1000, как мне сказали последние ребята из российского телевидения, так это, говорит, в Москве можно жить. Ну, на 1000 евро, да, можно в Москве жить. Ну, вот вам весь ответ, как живется. Евроинтеграция позволила простым литовцам без препятствий отправляться на заработки в более богатые страны. По подсчетам статистической службы Евросоюза, к 2100 году в Литве будет проживать всего 1,7 миллиона человек, то есть в 1,5 раза меньше, чем сейчас, и в 2 раза меньше, чем было жителей в Литовской ССР по последней всесоюзной переписи населения 1989 года. Сейчас баланс, в принципе, возвращается в плюс, что больше людей возвращается, чем уезжают, и это плюс. То есть, в принципе, я не видел никакой трагедии с того, что люди уезжают учиться, там, ищут какие-то навыки, связи и так далее, потому что, в принципе, сейчас даже нету разницы, ты живешь в каком-то условно Тельщае, да, где-то там дорога 3 часа, да, или в Лондоне, где самолетом Ryanair сел, и там, или в Wizz, там уж не помню, и 3 часа, и ты в Лондоне. Так что, если у тебя остается связь, и в этом основная разница, что люди-то приезжают, у меня есть друзья, которые там в понедельник уезжают, в четверг возвращаются, то есть в пятницу работает из дома. Ну, пандемия вообще все перемешала практически, да. Это ощутимо в регионах, да, но Вильнюс вот постоянно в плюсе, не прирастает. Несмотря на активный переезд литовцев в Западную Европу, сама страна все больше становится на нее похожей. Вильнюс не слишком отличается от Рима или Берлина или Парижа. Ну, несколько беднее, но такой же цивилизованный город, такие же демократические нравы, такое же поведение людей, как на Западе. В этом смысле разница с советскими временами довольно-таки очевидна. Совершенно европейские нравы, огромное количество кафе, скажем, на улицах, когда идешь по улицам, особой разницы между Вильнюсом и Парижем в этом смысле не видишь. Город строится, город ремонтируется, город приводится в порядок. И действительно, когда проходишь, по крайней мере, по центральным районам, это вполне европейский город, каким он в советское время не был. Изменения в стране мотивируют молодых литовцев оставаться в своей стране. Так что, возможно, скоро отъезд населения перестанет быть массовым. Думаю, здесь довольно неплохо, не хуже, чем в других странах. И у нас своя неповторимая культура. Это классно. Я горжусь тем, что я литовка. Здесь столько всего интересного, столько можно увидеть своими глазами. Думаю, перспективы здесь отличные. Литва и конкретно Вильнюс сейчас на подъеме по многим аспектам. В плане рабочих мест, в плане экономики, Вильнюс становится глобальным городом. Я жил в Великобритании 4 года. Да, это прекрасная страна, но я бы не хотел возвращаться туда. Я бы не хотел жить нигде, кроме Литвы. Для молодых людей здесь масса возможностей. Я вижу свое будущее в какой-то другой стране. Литва для меня слишком маленькая. Для моей профессии. Многие не могут найти здесь хорошую работу, и для них не остается никаких перспектив в стране. Несомненно, к новой жизни адаптируются не все литовцы. Литва в целом, она перестроилась ментально, в общем. Естественно, есть различные группы людей, но в целом ментально... Можно сказать, что Литва полностью разорвалась с советским вот этим? У меня есть 2 таких момента, где я могу сказать, что со своей точки зрения, что Литва все еще находится в СССР, вот такой в целом. Первый момент — это у нас до сих пор 30 лет независимости, мы уже с 2004, дай бог памяти, года в Евросоюзе.
До сих пор очень часто в прессе, среди инфлюенсеров, так называемых этих лидеров мнений, которые комментируют экономические вопросы и так далее, постоянно появляются какие-то таблички или какие-то тексты или какие-то статьи, где наши достижения, да, экономические, там, пенсия средняя, ВВП на душу населения, там, социальные пособия и прочее, сравниваются не со странами Евросоюза, а с бывшими республиками СССР. Мне лично это кажется диким. Вот просто как бы. Но это нарратив. По сути, это такой как бы нарратив. Мы постоянно сравниваем себя, вот что у нас, вот, а у нас пенсия там столько-то евро, а вот там в России, а при чем здесь Россия? Ну, то есть вот в этой истории. Вот давайте сравнимся с Евросоюзом, там хуже, потому что там мы в конце таблички, здесь впереди, что в принципе было и в Союзе. Второй вопрос. Я не знаю, в Латвии вы об этом говорили или нет, это Литва продолжает хранить тайны КГБ. Если в Латвии, если я не ошибаюсь, несколько лет назад были рассекречены архивы, у нас нет ни в какую, и, по-моему, продлен срок секретности. Аргумент, ну, оценивайте сами. Аргумент простой. Рассекречивание архивов КГБ будет выгодно Путину. Хотя, в принципе, речь-то идет о том, что а нет ли среди судей, политиков, там, высших чинов, каких-нибудь персонажей, которые, в принципе, не вписываются, ну, в ту основную идею о том, что, ну, как бы, мы независимые, как бы, здесь не должно быть вот этих вот персонажей. И я помню очень хорошо, что меня удивило, и я вот эти цифры еще очень хорошо и сегодня помню, уже при вступлении в Европейский Союз, это был 2004 год, мы, как политическая партия, перед выборами заказали социологический опрос, и там поставили тоже один вопрос. И спросили людей, как вы думаете, жизнь во время советского периода была лучше или хуже? И вдруг получили ответ, что больше чем 52% сказали, что жизнь была лучше в советское время. Нас это очень сильно удивило, насторожило и тому подобное. Потом мы посмотрели, что действительно, ну, можно назвать, знаете, это, по-моему, из Эрнеста Хемингуэя «Потерянное поколение». Есть такая формулировка, что вот целая генерация, она как бы осталась под влиянием вот воспоминаний о советском времени. И то есть люди, там, тогда было ясно, что люди, живущие больше в провинции, старше, чем 50 лет, с, может быть, низким заработком, низким уровнем образования, они говорили, что жизнь в советское время была лучше. И это влияло и на их политические взгляды. Они не голосовали за нас, они голосовали за бывшую там, компартию и тому подобное. Но вот это требует времени, чтобы это изменилось. Для любителей поностальгировать по СССР в Литве создан тематический парк Грутос. Сюда свезли все демонтированные советские монументы Литвы. Сохранился даже памятник Сталину, стоявший когда-то в Вильнюсе. Декоммунизация в Литве была стремительной. Статуи Ленина, Маркса и других коммунистических деятелей были сброшены с постаментов практически сразу после обретения независимости. С военными памятниками ситуация чуть сложнее. Часть из них тоже демонтировали. Причем каждый раз это вызывает скандал и возмущение российского МИДа. Так было, например, в 2018 году, когда литовские власти приняли решение убрать памятник советскому воину возле деревни Мирославас. Он был установлен на месте одного из первых танковых сражений Великой Отечественной войны. С другой стороны, большинство военных памятников все-таки остались на своих местах. Самый известный из них — это мемориал погибшим воинам на Антакальниском кладбище в Вильнюсе. Вечный огонь, который перед ним горел, потушили, но сам памятник не снесли, хотя разговоры об этом иногда начинаются. В советские годы эта площадь называлась именем Ивана Черняховского. Это советский полководец, который командовал войсками, освобождавшими Литву от гитлеровцев.
Черняховский был убит в Польше в феврале 45-го и похоронен в Вильнюсе. Здесь, на этой площади, стоял памятник Черняховскому. В начале 90-х власти памятник демонтировали, но у него неожиданно нашелся защитник. Это начальник управления культуры Воронежа Иван Чухнов. Он на свой страх и риск отправился в Литву, нашел, куда литовские власти увезли монумент, договорился с советскими военными, которые еще находились в республике. И пока Чухнов отвлекал местных чиновников, военные подогнали кран, погрузили памятник на платформу и вывезли в Россию. Все это делалось тайком. Памятник упаковали в огромный ящик и оформили как вывозимое военное имущество. После этого он несколько лет пылился на задворках мэрии Воронежа, а в конечном итоге был установлен на привокзальной площади. Ну и вместо Черняховского на бывшей площади Черняховского стоит памятник Винцесу Кудирке. Это местный Пушкин, автор национального гимна, поэт, композитор. Вот такой вот теперь ему здесь замечательный памятник. Ну, собственно, и площадь носит его имя, и одна из главных улиц Вильнюса тоже носит имя Винцеса Кудирки. А это, друзья, Зеленый мост. Он здесь существовал уже много веков, постоянно его разрушали. Последний раз он был разрушен в 1944 году отступающими немцами. Его восстановили после войны. Уже советская власть восстановила этот мост, проектировал его Ленинградский институт. Его построили в 1952 году. Он стал одним из таких важнейших связующих мостов. Это был первый нормальный восстановленный мост. На этом мосту было 4 таких скульптурных композиции. Были студенты, были крестьяне, были рабочие и были советские солдаты. Они, собственно, стояли с двух сторон моста, было по 2 скульптурные композиции. И, конечно, после развала Советского Союза, после того, как Литва стала независимой, эти скульптуры не давали покоя. Постоянно шли разговоры, одни обвиняли эти скульптуры, что это пропаганда, что это советская пропаганда, и нужно их срочно демонтировать. Другие говорили, что, ребята, это искусство. И, кстати, эти скульптуры действительно имели охранный статус, потому что, ну, они были прямо классные. Это была такая хорошая советская скульптура. В итоге, в середине 10-х годов их отсюда убрали, их демонтировали. Сначала под предлогом реставрации, но потом мэр Вильнюса сказал, что все, мы, конечно, отреставрировали, но обратно на этот мост их не вернем. И начали думать, а что же теперь делать, поскольку без этих скульптур, ну, как-то мост осиротел. Это была действительно важная часть с точки зрения архитектуры этого моста. И они сказали, мы будем делать здесь какие-то инсталляции, которые будут там по полгода стоять, то с одной, то с другой стороны. В общем, будет красиво, ребята, не переживайте. Ну вот, годы идут, и сейчас видно, что вместо инсталляции стоит какая-то херня, вот, а скульптур там нету. Кстати, интересно, что в 2016 году, когда стало окончательно ясно, что скульптуры не вернутся, Банк России выпустил монету, памятную монету «Вильнюс», на которой была изображена, собственно, вот, скульптурная группа из советских солдат, которые здесь стояли. Литовцы довольно остро отреагировали, когда Банк России выпустил монету с изображением Вильнюса и памятником вот, советским солдатам. И директор политического департамента Министерства иностранных дел Литвы сказал: мы не сомневаемся в роли и месте Красной Армии в истории Литвы. Выпуск монет еще раз доказывает, что Россия не готова к исторической правде о советской оккупации. А в чем историческая правда? По мнению литовцев, это то, что Советский Союз не освободил Литву от фашистов, а оккупировал ее повторно. Такая вот история. Мост Витовта Великого в Каунусе – одно из последних мест в Литве, где много лет после обретения независимости сохранялась советская символика. Алексотский мост через Неман был построен в 1948 году на месте прежнего, который взорвали отступавшие немецкие войска. На новом мосту, разумеется, были символы СССР, пятиконечные звезды и гербы с серпом и молотом. В 2008 году мост был переименован в честь Витовта Великого, это национальный герой Литвы. Тогда же многие местные политики предложили убрать советскую символику, однако эти планы не одобрили городские власти, потому что мост находился в списке культурного наследия. Но в 2015 году время пришло. Департамент по охране наследия снял защитный статус советской символики, и 32 металлических герба с серпом и молотом были демонтированы. Ну и произошло это в тот же самый год, когда убрали советские скульптуры с Зеленого моста в центре Вильнюса. Но вот в советское время здесь была такая красивая чугунная ограда,
Конечно, здесь были серпы, молоты, звезды, другая советская символика. Ограду заменили на какой-то такой просто дешевый примитивный отбойник. И возникает вопрос, ну хорошо, вы начали бороться с советским прошлым, вы убрали вот эту всю советскую атрибутику, все советские символы. Ну можно же было взамен сделать что-то более-менее красивое и эстетичное. Центральный мост города и ограда, вы видите, как будто на трассе какой-то просто технический проход. А из советской символики осталось только вот эти чугунные медальоны с датой постройки этого моста. Вот они здесь видны в начале. Если внимательно поискать, еще можно найти следы советской оккупации, как здесь говорят, например, на люках. Смотрите, люк, и казалось бы, просто люк, но нет, написано ТУ-78 ЛИТ СССР. Как они не досмотрели, непонятно. Нужно срочно менять люки. Я на самом деле бы с удовольствием эти люки поменял не потому, что здесь написано СССР, а потому, что они просто ужасные и отвратительные. И в центре исторического города должны быть, конечно, красивые люки. И Каунусу уже пора разработать дизайн фирменных люков и заменить вот это вот примитивное советское убожество на что-то стильное и модное. И здесь, друзья, тоже, смотрите, ЛИТ СССР. Решетка ливневой канализации. СССР был довольно успешен в баскетболе. Советская мужская сборная по этому виду спорта 14 раз выигрывала чемпионат Европы, 3 раза чемпионат мира и дважды Олимпийские игры. Легендарным стал финал Олимпийских игр 1972 года, когда командам дали сыграть дополнительные 3 секунды, отобранные из-за ошибки судей. В эти 3 секунды советская сборная успела забросить мяч в корзину и вырвать победу у американцев. 3 секунды. Передача на Александра Белова. И сборная Советского Союза забивает мяч. Победа! Именно об этих событиях рассказывается в фильме «Движение вверх». Капитаном той сборной был Модестас Паулаускас, игравший в литовском клубе «Žalgiris» из Каунуса. Для Литвы баскетбол стал национальным видом спорта. Еще в годы независимости между двумя мировыми войнами литовская команда выигрывала 2 чемпионата Европы. Один из них даже проходил здесь, в Каунусе. Неудивительно, что после присоединения к СССР именно литовские баскетболисты многие десятилетия составляли костяк советской сборной. А в 80-х наступила золотая эпоха литовского баскетбола. Каунусовский «Žalgiris» трижды подряд выиграл чемпионат СССР. Его лидер Арвиdas Sabonis 2 года подряд признавался лучшим баскетболистом Европы. Благодаря литовским игрокам СССР смог успешно противостоять американцам, которые считались непобедимыми. В 1988-м на играх в Сеуле советская сборная выиграла 2-е в своей истории золото Олимпиады, обойдя в полуфинале сборную США. Победную точку в финальной игре против югославов поставил литовец Римас Куртинайтис, а лучшим игроком турнира стал все тот же Арвидас Сабонис. В 60-х в Вильнюсе решили построить идеальный спальник. За проект района Лаздинай его создатели получили Ленинскую премию СССР в области архитектуры. За идеями их отправляли в командировку в Финляндию, Швецию и даже в Великобританию. Район был запланирован как образцовый. На его примере хотели показать гражданам прибалтийских стран преимущества жизни при советской власти. При планировании Лаздинай применялись самые передовые подходы того времени. Выделенный под районный участок разделен на 4 микрорайона. Их связывает кольцевая улица Архитекторов, причем она утоплена в рельефе, чтобы снизить уровень шума и загрязнения. Улица Архитекторов предназначалась только для внутреннего пользования, транзитное движение по ней было исключено. А чтобы избавить дворы от машин, на окраинах района построили несколько гаражных боксов. В центре района было построено общественное пространство. Комплекс зданий включал в себя универмаг, поликлинику, крытый бассейн, кинотеатр, концертный зал, библиотеку и даже ресторан. Лаздинай был спроектирован таким образом, чтобы в нем максимально удобно было ходить пешком. Общественный центр связан со всеми частями района пешеходными аллеями, а поскольку архитекторы постарались максимально сохранить природный ландшафт, то поход в универмаг был похож на прогулку в парке. Также удачно было спроектировано расположение школ. Дойти до них можно было, не переходя автомобильные дороги.
Ну и вот, кроме всего прочего, в этом районе сохранили природу, которая здесь была, то есть прям такой фрагмент леса с высокими взрослыми соснами. Что интересно, в России в наших спальничках тоже было много таких зеленых участков, правда, потом их все застроили. Сами понимаете, здесь прям такое лакомное место, чтобы воткнуть какую-то многоэтажечку в рамках точечной застройки. А здесь все до сих пор сохранили, и поэтому район, несмотря на то, что он как бы так физически старый, и дома, может быть, не самые комфортные, но с точки зрения вот среды он очень и очень приятный. Ну вот, если не обращать внимания на номера машин, может показаться, что мы с вами где-нибудь в Омске или в Воронеже. Абсолютно типовые советские панельки, белье сушится во дворе. Вот, такой двор тоже не самый ухоженный. Все очень знакомо любому русскому человеку. В Вильнюсе, в Литве тоже таких районов очень много. И если, например, в Восточной Германии, где тоже было много панелек, там уже все реконструировали, отремонтировали, и найти там что-то оригинальное практически невозможно, то здесь, в Вильнюсе, сколько угодно. Вот эти вот советские районы, они есть повсюду. Хороший район? Зеленый? Зеленый. Потрясающе. Очень красиво. А вы здесь всегда жили в этом районе, да? Да, да. Скажите, а вы по Советскому Союзу скучаете или нет? Конечно, скучаю. Лучше было? Ну, конечно, что лучше. А что лучше было? Чего вам вот не хватает? Ну, теперь так, конечно, тут всего для молодежи то лучше. Они везде едут, но нам так уже раньше было. Едем, отдыхаем где-то. Там пенсионерам теперь хуже. Вообще, изначально, когда мы говорим про микрорайоны, это сейчас они выродились. Если мы приезжаем на окраину там, Петербурга или Москвы, мы видим эти вот ужасные муравейники, асфальтовые поля, и все заставлено машинами, а из инфраструктуры в лучшем случае какие-то пивнушки. Но изначально, когда вообще архитекторы придумали концепцию микрорайонов, подразумевалось, что это такой будет город-сад, да, где человек ходит по зеленым дорожкам, где у тебя повсюду благоустройство, много зелени, много солнца, хорошая экология. В общем, такой ответ городам 19 века с такой плотной квартальной застройкой, такими с плотными улицами, где свет вообще не проникает в квартиру. Вот такое вот что-то новое, просторное и зеленое. Когда планировали раньше микрорайоны, подразумевалось, что все сервисы, они будут в такой вот пешей доступности. Имеется в виду там предприятия, которые там всякие бытовые услуги, аптеки, рестораны, кафе, библиотеки, школы, детские сады. То есть человек должен был иметь доступ ко всему в пределах своего вот микрорайончика. То есть, по сути, микрорайон такой распластавшийся на большой территории жилой комплекс, где есть все услуги, из которого можно не выходить и жить вот только там и получать все необходимые услуги. А со временем, конечно, эта идея начала вырождаться. Начали экономить на благоустройстве, на каких-то пешеходных делах, на сервисах. И если мы берем микрорайоны сегодняшние, то действительно это муравейники, парковки и вообще жизни там никакой нет. А здесь мы видим, наверное, такой вот идеальный микрорайон в понимании советских градостроителей. Дома, пятиэтажки в основном, небольшая этажность. Между ними, вот видите, я иду по таким вот пешеходным бульварам с елочками, с деревьями. И здесь можно действительно пешком, не переходя дорогу, дойти и до магазина, и до школы, и до детского сада. А, к сожалению, чем дальше строили, тем хуже становилось. И еще одно такое важное наблюдение. Вот эти вот советские микрорайоны, они выглядят даже сегодня гораздо лучше и комфортнее, чем новые районы, которые строят на окраинах российских городов. Ну и вот тут ты сразу понимаешь, что находишься на постсоветском пространстве. Что мы видим, друзья? Раздолбанная плиточка, хорошо знакомая, которую не меняли, не ремонтировали со времен распада Советского Союза. Наша любимая парковочка на тротуаре, да, ну где еще такое возможно? Да, вот, смотри, все заставили, все заставили, все заставили, вот. Вот прямо дворы родные, воронежские дворы, омские дворы, вот. Кто-то унитаз выставил, вот. Красота у всех, балконы разные, вон, все по-разному застеклили балконы, так вот. Даже домофон не работает. Ну, кто-то унитаз вынес, нормально, домофон не работает. Подъезд обосран. Все родное.
Сразу после обретения независимости от Советского Союза в Литве началась десоветизация, то есть сносились памятники советским коммунистическим вождям, убиралась советская символика, но главный символ Советского Союза, пятиэтажки и убитые дворы, никуда не исчезли. Вот. И в Вильнюсе можно увидеть совсем не европейские картинки. Например, вот открытые грязные мусорные контейнеры, которые здесь просто стоят, обшарпанные пятиэтажки, парковка на газонах, убитые дворы. В общем, картина хорошо знакома любому советскому человеку. Лавочка. Сейчас мы посидим, посмотрим, как тут вот сидеть на лавочке, отдыхать. Сидишь и смотришь на чей-то Opel и думаешь о вечном. Слушайте, прямо вообще похоже. Как будто из Воронежа и не уезжал. В этом смысле, по моим личным ощущениям, и в Латвии, и в Эстонии порядка побольше. Признак того, что Литва все-таки ушла полностью уже в Европу и порвала со своим советским наследием, это формат застройки. Как строят сейчас? В Литве, в Вильнюсе, по крайней мере, новые районы выглядят так, как они выглядят в Европе. В Германии, во Франции, в других странах это малоэтажная застройка, это квартальная застройка, хорошее качество строительства, дворики, в общем, все, что мы любим. Такие вот замечательные районы, такие замечательные новые дома сейчас строят в Вильнюсе, да и, в принципе, в других городах Литвы. Нам, к сожалению, с вами до этого далеко, потому что, как вы знаете, в России, если мы говорим про новые районы, то это обязательно какие-то гигантские нелепые муравейники, и все в парковках, без инфраструктуры, и обязательно уродливая пестрая детская площадочка. Поэтому остается только вот приезжать в Европу и любоваться на красивые дома и завидовать им. Оказывается, можно жить не в муравейниках, можно жить в красивых небольших домах. А это, друзья, дворец спорта, один из самых ярких представителей брутализма в Вильнюсе. И в свое время это даже был такой символ города. Этот дворец обязательно изображали на всех открытках. Гигантское здание в виде такой волны. Оно было открыто в 1971 году. Здесь проходили различные соревнования. Не могу сказать, что здание как-то удачно вписывалось в городской вот ландшафт, особенно учитывая то, что стоит оно буквально вот на границе старого города. То есть здесь такая вот историческая архитектура, узкие улочки, здесь такая вот махина. Но тогда, в 70-х годах, действительно так строили, такая была архитектура. И, собственно, вот такой вот он литовский брутализм. После распада Советского Союза оно постепенно начало приходить в упадок. Вскоре закрылось, и теперь мы видим, что здание никак не эксплуатируется. Все расписано граффити, окна заколочены фанерой, которые бьют, и непонятно, что с ним будет. Но здание имеет охранный статус, поэтому просто так снести его нельзя. Нужно для начала снять с него охранный статус. Ну и очень интересен, друзья, аэропорт Вильнюса. Посмотрите на это здание. Оно было построено в 1954 году в стиле сталинского ампира. Такие здания были построены не только в Вильнюсе, а во многих других и столичных, и нестоличных городах. Но чем интересен аэропорт Вильнюса? Это единственный столичный аэропорт на постсоветском пространстве, который сохранился в старом историческом, еще сталинском здании. Потому что во всех остальных городах все посносили, перестроили или поменяли функции. А здесь до сих пор работает. И люди, которые прилетают в Вильнюс, этот аэропорт работает только на прилет. Вот это здание. Они прилетают в это здание 1954 года. Посмотрите, потрясающие наверху скульптуры. Внутри роскошные вот эти вот сталинские интерьеры, богатые. И это, конечно, очень необычно, когда ты прилетаешь в Литву, и первое, что тебя встречает, это такой вот сталинский, тяжелый сталинский, богатый ампир. На момент распада СССР в Литве было лишь около 10% русских. Это намного меньше, чем в соседних Латвии и Эстонии. Именно поэтому здесь был принят так называемый нулевой вариант. Гражданство получили все, кто проживал на территории Литовской ССР.
В Литве нет проблем с негражданами, лишенными части прав лишь за факт рождения от неправильных родителей, как в других странах Балтии. В советское время литовцы говорили «Вильнюс русу, Каунус мусу», что означает «Вильнюс русский, а Каунус наш». Каунус действительно самый литовский город страны. По данным переписи 2011 года, литовцы составляют 94% жителей Каунуса. Впрочем, в отношении Вильнюса, да и всей Литвы, первая часть утверждения тоже не была полностью верной. В 1989 году, накануне распада СССР, русских в Литве было лишь около 10% от населения, а в Вильнюсе около 20%. Это значительно меньше, чем в соседних Латвии и Эстонии. Ну а за годы независимости количество русских сократилось еще как минимум вдвое. Также сокращается и количество русских школ. После выхода из СССР их было 85, сейчас осталось 27. Всего 3,5% школьников получают образование на русском языке. Даже польских школ в стране сейчас больше, чем русских. Русский язык не имеет в Литве официального статуса. Это просто один из иностранных языков, хотя еще 10 лет назад им владели 63% граждан. При этом Литва старается подчеркивать свою европейскость и равный доступ для всех меньшинств, например, к государственным услугам. Обычно это решается так. С посетителями сажают работать сотрудника старше 40 лет, который вырос еще в СССР и достаточно хорошо говорит по-русски. Какое отношение в Литве к русскому языку? То нормально. Есть ли русские школы? Есть. Люди учат русский язык? Да, да. Я бы подбадриваю всех своих студентов учить русский, потому что надо и понимать соседей. Это и как бы и Беларусь, и Украина, и Россия. То есть много стран Центральной Азии общаются. Так что да, надо учить. Сегодня при трудоустройстве знание русского языка является плюсом? Я думаю, что да. При одинаковых данных скорее возьму человека, кто знает русский язык, или это не так важно? Если у тебя есть литовский, английский и еще русский, однозначно это плюс. Угу. Люди от своих детей сейчас отдают учиться, они русский язык учат? Ну, не знаю, наверняка был момент, когда кто-то опасался, да. Я вот сам учился только в 5-6 классе, как бы, но хватает вроде бы. Но так, я думаю, что уже этот этап прошел. Есть понимание, что надо знать языки. Конечно, если ты можешь выбрать там французский или русский, но кто-то выбирает французский или испанский. Да и ладно, то есть, но по сути русский знать, особенно молодые профессионалы, все больше и больше понимают, что хорошо знать русский. Здесь какой процент еще русскоязычного населения? В Литве или в Игналине, или в Висагиносе. Везде в Висагиносе. В Висагиносе. Когда я приехал, было русскоязычного, ну, будем говорить, 95%, может, 90%. А сейчас уже в Висагиносе, ну, где-то процентов, наверное, 60-70 русскоязычного, а 30, если не больше, литовского. Все-таки разбавилось, добавилось, перемешалось уже кое-что. Есть и смешанные. Но все-таки самый русский город. Это самый русский город по концентрации, да. Русские сосредоточены в Литве, ну, это, ну, их считается около 300 тысяч живет. Это в основном Вильнюс, Вильнюсский край, Клайпеда и Висагинос. Причем самые концентрированные, самые маленькие – это Висагинос. Насколько вообще вот русское население, которое здесь было, оно интегрировалось в литовское общество уже? Спустя вот 30 лет после развала Союза? Или до сих пор какой-то такой вот свой анклав, как Брайтон-Бич? Есть такое определение «советские люди». Оно ни в коем образом не негативное. Нет. Просто, ну, опять же, мы должны понимать, что это поколение, которое выросло на определенном историческом периоде, с определенным в определенном информационном поле, с определенными социальными условиями и правилами. Да? Но есть и когда уже сейчас после распада и пошла эта градация, что были советские люди, да, а кто-то стал вот русским, кто-то стал русским, там, грубо говоря, за Ельцина, да, кто-то за Немцова, кто-то стал украинцем больше. То есть начала появляться самоидентификация у людей своя. Литовцы, они относятся вполне спокойно, но они живут своей жизнью. То есть надо понимать, что Литва – это, ну, такая вот сложившееся национальное государство, где живут литовцы, говорят по-литовски, живут своей литовской жизнью, имеют на это полное право. В общем, мы не особо интересны, кроме каких-то политизированных людей, которые там испытывают какие-то эмоции по поводу Беларуси, России. У них там разные могут быть мнения, у них тут, в конце концов, демократия, они тут митингуют. Но какого-то прямо жесткого неприятия себя я ни разу не натыкался, например. Да?
Есть, как я понимаю, какие-то противоречия внутри именно местного сообщества. То есть, допустим, между давно здесь живущими не литовцами и литовцами по поводу каких-то своих старых взаимоотношений, да, там, по поводу языкового вопроса. Люди считают, что их дискриминировали, там, особенно там, на заре независимости. Это можно услышать какие-то жалобы, но я их редко слышу. Национализм был, несомненно, силен. Он сейчас и сейчас силен, но ненависти к русским как таковым, по-моему, не было. То есть у кого-то она могла быть, но эти люди не делали погоду. Обычно с русскими, насколько я знаю, я все-таки жил тогда в Литве, в Вильнюсе, очень часто бывали и нормальные приятельские отношения, соседские отношения. Вообще делалось различие между нелюбимой властью и обычными людьми. И так, по-моему, оно и должно быть. Сейчас это тоже так. То есть к России как государству существует определенное недоверие, и, по-моему, Россия дает для этого много оснований, а к русским людям как таковым никакой особой вражды я, во всяком случае, не замечаю. Если русские жители бывших советских республик жалуются на принуждение к отказу от русского языка, то сами бывшие республики часто вспоминают принудительную русификацию. Сейчас много говорят о насильственной русификации, но это больше относится, конечно, к царскому времени. Тогда она действительно была. Школы были только русские, печать была в основном русская. Я считаю, что вот понятие русификации в советское время, оно сильно драматизируется. На самом деле не было так плохо, как об этом часто говорят. Но, с другой стороны, советская власть, которая допускала литовскую литературу, театр, телевидение, радио и прочее, она, так сказать, все-таки воспитывала нужный себе вид людей, то есть советского человека, которому, по идее, даже в голову не могло прийти, что можно существовать вне Советского Союза. Россияне, переезжающие в Литву за последние годы, чаще всего делают это по политическим соображениям. Здесь ежегодно проходит форум «Свободной России», на котором выступают политики, находящиеся в оппозиции к путинскому режиму. О политической миграции поговорил с политологом и журналистом Федором Крашенинниковым. Почему Литва она стала таким центром для спасения, для миграции именно оппозиции, как российской, так и белорусской? Ну, для белорусской все проще. Вообще белорусам здесь очень комфортнее, гораздо комфортнее, чем нам, потому что если в России людям надо долго рассказывать, что такое Вильнюс и где это, и Литва с Латвией путаются постоянно, и даже в официальных СМИ я недавно читал новость, что была какая-то длинная статья про языковую политику в Латвии, а в конце был вывод, что типа Вильнюс хочет сделать то-то и то-то. Это было очень смешно читать в Вильнюсе, потому что вот и Шипнер тоже обиделись на то, что все решается в Вильнюсе. А для белорусов это их город, это их культура, это тут полгорода увешано мемориальными досками всяких видных белорусов, о которых мы ничего обычно не знаем. Они тут все жили, учились, потому что Вильнюс это был как бы столица вот этого региона. Здесь висит вот эта вот икона в Острой Браме, это святыня трех народов, польского, белорусского и литовского. В общем, они здесь, у них есть общая история, которую в том числе и при Лукашенко в школах преподавали, про Великое княжество Литовское, что это общее государство как бы белорусов и литовцев. Поэтому как раз для белорусов это не удивительно. Конечно, гораздо удивительнее, что мы тут все оказались, но это скорее совпадение ряда случайностей. Я думаю, что прежде всего позиции, очевидно, литовских каких-то областей, когда я сидел в изоляторе и, в общем, мне сказали, что если ты готов, то есть вариант только один. Сразу забегая вперед, почему Вильнюс, да, популярный вопрос. Потому что никакого турагентства для тех, кто хочет ехать из России по политическим мотивам, не существует, вопреки мнению многих, которым кажется, что ты приходишь и тебе говорят, куда ты изволишь, может быть, Нью-Йорк, Париж, Лондон, а ты говоришь, да нет, конечно, Вильнюс. Такого нет. Тебе просто говорят, что есть такой вариант, и ты думаешь, наверное, если я действительно не хочу больше сидеть в изоляторе, то, наверное, лучше уехать. Ну, хочешь романтики, скажем, что это как бы это история, да, и Курбский где-то от Ивана Грозного, и старообрядцы, и там историк Лев Корсавин и так далее. То есть даже у нас был литовский как бы поэт Серебряного века и
и также посол Литвы в России Юргис Балтрушайтис, который спасал интеллигентов от большевистского террора, там и Цветаева, и Маршагал, так что это одна часть. Другая, как бы, про то, что мы говорили, ценностная, как бы, повестка, ну, то есть мы понимаем и разделяем чувства тех, которые за права человека, за демократию, за свободу, и чувствуем некую обязанность, в принципе, потому что когда танки шли на мирных людей в Литве, то есть как раз россияне вышли на площади, там массово, наверняка была самая массовая акция в истории последние 30 лет, да, когда заступили за Литву и сказали, что вот этому террору и против мирного населения стоп нельзя. Да. Так что есть какой-то моральный долг, да, наверняка так. Российских оппозиционеров Литва поддерживает не только предоставляя убежище. 24 августа 2018 года напротив посольства России в Вильнюсе в присутствии нескольких десятков человек открыли сквер имени Бориса Немцова. Среди собравшихся был, например, министр иностранных дел Литвы и мэр Вильнюса. И вот это вот событие, открытие сквера, а главное комментарии как литовских политиков, так и российских дипломатов из-за стены нашего посольства, очень хорошо показывают, какие сейчас отношения между двумя странами. Мэр Вильнюса сказал, этот сквер назван именем Бориса Немцова не только потому, что Немцов был большим другом Литвы, но и потому, что ценности, за которые он боролся, мир, демократия, права человека, свобода – это универсальные ценности. И все мы хотим жить в мире, где преобладают эти ценности. Также мэр Вильнюса добавил, что российский посол из-за этого забора будет рано или поздно гордиться, что рядом с посольством находится сквер имени Бориса Немцова. Ну и, конечно, посол тоже не мог на это не отреагировать. В свою очередь, посол России в Литве Александр Удальцов заявил, это очередное проявление мелкотравчатого политиканства нас не удивило. У господина Ремигиуса Шимашуса давно появился зуд по поводу названия сквера у российского посольства. Ну а когда участок улицы напротив посольства России в Вашингтоне назвали именем Бориса Немцова, он, конечно, уже не смог не собезьяничать. Я думаю, это очень хорошо показывает, в каком состоянии находятся отношения между Россией и Литвой сегодня. Ну и сквер имени Бориса Немцова – это второй топоним, названный в честь Немцова после, собственно, Вашингтона. Первый был в Вашингтоне, второй здесь, в Вильнюсе. За моей спиной посольство Беларуси в Вильнюсе. Литва стала прибежищем для многих белорусских оппозиционеров, покинувших страну после событий августа 2020 года, когда после фальсификации на президентских выборах начались массовые акции протеста. Именно в Литву уехала Светлана Тихановская, по мнению многих наблюдателей, одержавшая победу на выборах. Именно в Вильнюс летел самолет компании Ryanair, направленный в Минск из-за сообщений о якобы заложенной на борту бомбе, в результате чего был задержан один из основателей телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега. Именно из Литвы, по словам Александра Лукашенко, некие террористы на джипах должны были ворваться на территорию Беларуси, чтобы осуществить захват власти. Сейчас здесь, около здания посольства, периодически проходят акции протеста и акции в поддержку репрессированных белорусов. И сейчас можно вдоль заборчика увидеть портреты. Это люди, погибшие от рук белорусских силовиков и людей, связанных с Лукашенко. Их, кстати, никто не убирает, потому что за забором уже Литва. Вот. И сотрудники посольства Беларуси, они сидят там внутри и только могут за этим наблюдать. О том, почему белорусы выбирают именно Литву, мне рассказал эмигрант Павел Либер. Почему именно Литва? Страна, которая очень хорошо относится к белорусам, страна, которая приняла очень много белорусов, когда в Беларуси начались проблемы. Ну и страна, где достаточно просто адаптироваться, потому что большинство населения говорит либо могут говорить либо на русском, либо на английском языке, что для нас было абсолютно приемлемым. Поэтому у нас нет языкового барьера. Угу. Сколько белорусов сюда
уехало вот с момента начала протестов? Есть какие-то оценки? На самом деле, немножко разные данные, потому что некоторые белорусы приезжают в Литву как в первую страну Евросоюза, но потом там двигаются дальше, например. Но в целом, если я помню, числа были 20 тысяч человек. В Беларуси граница есть, и она большая, протяженная. И сейчас через нее идут и белорусы, которые сбегают оттуда, им помогают, их спасают, и белорусские организации, и, я так понимаю, что и литовское правительство. Почему это не Эстония, почему это не Латвия? Какие условия создала Литва, что именно сюда едут? Беларусь это просто, это география, да, ну и это история, это близость. Я так понимаю, какие-то упрощенные системы там по визам, да, по... Да, но есть эта политическая воля, то есть тот же самый Юргис Балтрушайтис между Первой и Второй мировой войной выдавал эти визы, так называемые life-saving visas, да, ну так, в принципе, зная, что правозащитникам, независимым журналистам выдает визы не только Литва, но Литва наверняка первая, которая вот в белорусам-то точно. Но не сказал бы, что в других странах Балтии нету. То есть Артем Троицкий видел в Таллине есть, да, ну то есть и не только, да. Давай так. Ну, это десятки, да. Было выдано десятки тысяч национальных виз. Я уверен, что, ну это чувствуется прям в Вильнюсе, что тут тысячи белорусов. И это была первая волна как раз сюда и в Украину. Сейчас наверняка их больше в Польше, опять, понятно почему, но мы говорим про тысячи людей, которые вот тут. Я думаю, что до 10 тысяч в Литве белорусов точно есть, и это ощутимо. И это не только как бы там правозащитники или люди, которые попадали под репрессиями, но также и там большие крупные IT-компании, которые тоже попадали под репрессиями, там Wargaming, EPAM и так далее. Так что да. Они к вам переехали? Да. Да. Впрочем, через Беларусь в Литву рвутся не только сами белорусы. Весной 2021 года Литва заявила о растущем потоке нелегальных мигрантов, проникающих в страну через белорусскую границу. Если за весь 2020 год в Литве при попытке перейти границу задерживали всего 81 мигранта, то с начала 2021 года и до конца июля их было уже более 3000. Большинство из них были гражданами Ирака. Литве пришлось объявить режим чрезвычайной ситуации и начать строительство забора на границе с Беларусью стоимостью в 1,5 миллиарда евро. В какой-то момент в стране даже закончилась колючая проволока, ее пришлось просить у соседних Латвии и Эстонии. По мнению литовского правительства, кризис был намеренно спровоцирован белорусскими властями в качестве мести за предоставление убежища противникам режима Лукашенко. Литовская сторона считает, что Минск намеренно поддерживал прибытие мигрантов из Ирака в Беларусь на самолетах, а затем направлял их в сторону границы с Литвой, чтобы парализовать работу миграционных служб республики. Поток беженцев в Литву сократился лишь в августе, когда Ирак объявил о приостановке полетов в Минск. Впрочем, затем авиасообщение снова возобновилось, а мигранты стали активно переходить уже белорусско-латвийскую границу. Я не могу вспомнить ситуации, когда бы целое государство наживалось на обдирании несчастных людей, которых просто с них берут деньги за то, чтобы они уехали в Европу. И если обычно этим занимаются какие-то вообще мерзавцы и мафия, то этим занимается белорусское государство. То есть оно продает туры в Европу, этих людей обдирают, выкидывают сюда, и здесь они оказываются совсем не там, куда они вообще рассчитывали попасть, потому что зачем он это делает? Он, по сути, заспамливает вот эту вот литовскую систему приема беженцев, потому что вот есть некие, так сказать, вот мощности, которые, вот мы сидим в здании, где снизу миграционное это ведомство находится, да, которое может принять каких-то людей. Если его методично забрасывать там сотнями людей, которые там из Афганистана, без документов, без языка, с ними чиновники должны что-то делать, как-то с ними разбираться, то тот небольшой, относительно там, количество там, тех же людей из России, которые тоже подают на убежище и на беженство, там, из Беларуси, они оказываются в этом потоке. Отношения России с Литвой, как и с другими странами Балтии, переживают в последние годы не самые лучшие времена. С самых первых дней независимости Вильнюс не скрывал намерения вступить в Евросоюз и НАТО, что в итоге случилось в 2004 году. После присоединения Крыма к России Литва присоединилась к общеевропейским санкциям, и наша страна, в свою очередь, ввела контрсанкции против Литвы. В 2018 году Литва даже демонстративно построила забор на границе с Калининградской областью. Строительство обошлось республике в 1 300 000 евро.
Как сейчас можно охарактеризовать отношения между Литвой и Россией? Да, напряженные отношения, но в принципе они более на ценностной повестке, я думаю, что и потому нету взаимопонимания. Для Литвы первым делом это вопрос свободы, да, и я думаю, что Кремль этого и не понимает, и, конечно, смотрит на это враждебно. Но для Литвы это практически все, это выбор, это жить так, как хотим жить, но мы, в принципе, по своей истории уже последние 200 лет практически постоянно боремся за свободу и стараемся помочь и другим. К России как к государству какое есть отношение? К Путину, к Кремлю? Ой, очень разное. Я, опять же, мне сложно какие-то социологические данные, у меня действительно очень небольшой круг общения, я в основном читаю и слушаю то, что говорят более умные люди. И здесь есть, на удивление, какая-то прослойка людей, которые, ну, вполне, допустим, восприимчивы к тому, что говорит Москва. И это не обязательно русскоязычное население, это какая-то часть литовцев. Здесь есть большая, ну, какая-то, как и в многих других странах, проблема с вакцинацией. Какая-то часть общества не хочет, проходят митинги, ну, потому что при этом ничего с ними плохого не делают. Ну, это везде проходит. Да, проходит. То есть есть какая-то внутренняя расколотость по этому вопросу. Вот. Но разные люди относятся по-разному. Я думаю, что где-то есть люди, которые относятся плохо. Вполне могу предположить. Я думаю, что есть люди, и знаю, что есть люди, которые относятся к Путину гораздо лучше, чем, допустим, мне бы хотелось. Да? Но в целом, я так понимаю, что отношение достаточно такое европейское. В риторическом плане, на словах, мы воюем, как бы обзываем иногда друг друга, но это, скорее всего, свойственно не только Литве. Если посмотреть сейчас взаимоотношения России в целом в западном мире, с Западной Европой, мы увидим, что эти отношения отнюдь не самые лучшие. Обогащали друг друга. Литовцы обогащали русских, русские обогащали литовцев. Дружили, немножко ругались, всяко было, всяко. Но лучше, чем сегодня в России и Украина. Вообще-то вот так посмотреть, с кем Россия только не перессорилась. Одни белорусы остались. Это разве порядок? Для такой страны непорядок. Конечно, будучи в Литве, я не мог не посмотреть на урбанистику во втором городе страны. Центр города довольно приятный, как и во многих европейских городах есть тут старый город. И в чем его отличие от старых городов в России, от центров старых городов в России, в том, что здесь практически на всех улицах лежит брусчатка. Когда у нас где-то либо остается брусчатка, либо где-то ее хотят вернуть, сразу начинают возмущаться водители, что как это так, как на тебя здесь есть, это же неудобно, испортится подвеска, и вообще кошмар и ужас. На самом деле брусчатка вот в центре таких городов, где ходит много туристов, это способ снизить скорость, потому что по такой брусчатке некомфортно быстро ехать, водители они едут очень аккуратно, внимательно, и по сути получаются такие смешанные улицы, то есть здесь могут пешеходы переходить где угодно, людям комфортно гулять, это приятно для туристов, для гостей города и довольно безопасно, никто здесь на скорости никого не собьет. Конечно, да, наши гаишники, они бы здесь сошли с ума, потому что здесь нету зебр, здесь нету везде заборов, нету ярких знаков, зато здесь есть приятный старый город, по которому приятно гулять. Это аллея Лайсвес в Каунусе. Что интересно, это была одна из первых пешеходных улиц в СССР. Идею сделать улицу пешеходной появилась в конце 70-х, начале 80-х, собственно, тогда же, когда решили сделать пешеходным и Арбат. Что интересно, Арбат стал таким нарицательным топонимом теперь, наверное, на всем постсоветском пространстве, ну, за исключением, наверное, Прибалтики, говорят Арбат, подразумевая пешеходную улицу. Вот. Но у них здесь своя пешеходная улица появилась раньше, чем в Москве. Пешеходная улица в Каунусе, конечно, намного круче, чем Арбат, потому что такое Арбат? Это какие-то бесконечные, я не знаю, там, фастфуд, куча туристов, эти музыканты, какие-то рисуют там картины, художники, продают всякое китайское барахло. В общем, крайне неприятное место. Кстати, москвичи на Арбат не приходят. А здесь, в Каунусе, деревья.
красота. И посмотрите, как комфортно и приятно здесь находиться. Очень хочется, чтобы Арбат московский реконструировали и высадили там деревья, навели бы небольшой порядок, чтобы это не было таким местом отчуждения, которым Арбат является сейчас. А это здание центрального почтамта считается одним из лучших представителей литовского модернизма. Было построено в межвоенный период, в начале 30-х годов. Использовался такой национальные мотивы, орнамент, пытались это как-то совместить с модернизмом, и Литва вот искала свой какой-то архитектурный стиль. Здесь видно такие вот ромбовидные массивные деревянные рамы. Но с приходом советской власти часть орнамента и декора национального убрали, но здание сохранилось до наших дней. И сейчас, правда, оно выглядит таким полузаброшенным, там внутри ничего не происходит, кроме там пылищи, но видно, что осталось там отделение литовской почты внутри. Здание очень неплохое. Еще один пример, шедевр межвоенной архитектуры Литвы — это базилика Воскресения Христова. Начали строить ее в 1932 году в стиле ар-деко и строили 8 лет, но достроить не успели. К 1940 году было готово вот основное здание базилики, но интерьеры готовы не были. Потом приходит советская власть, и, конечно, уже ни о какой базилике речи идти не может. И здание приспособили под производственные цеха радиозавода, который вот находится буквально за ней. И так все это существовало до конца 80-х. Только в 89 году здание обратно передали верующим. Его долго ремонтировали, восстанавливали, приводили в порядок. И вот в начале нулевых оно открылось. И теперь это самая большая базилика в Прибалтике. Вмещает 5000 человек, а наверху там еще есть смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на Каунас. Ну и архитектура, по-моему, такая довольно интересная с точки зрения вообще церковной архитектуры. Мы в России привыкли, что у нас все очень так традиционно, шаг влево, шаг вправо не одобряется, и какие-то эксперименты с религиозной архитектурой мы практически не видим, а здесь мы видим церковь в стиле ар-деко. Большая редкость, очень красиво и стильно получилось. Сегодняшняя Литва — это европейская страна, член ЕС и НАТО. О советском прошлом здесь напоминают разве что перестроенные, а кое-где и не перестроенные пятиэтажки и некоторые до боли знакомые элементы городского благоустройства. Даже спустя 30 лет после распада СССР Прибалтика считается самой отсталой областью Европы. Литва долгие годы лидировала в Евросоюзе по убыли населения. Люди отсюда уезжали в более развитые страны, но при этом за 3 десятилетия независимости прибалтийские республики серьезно обогнали в развитии бывших соседей по СССР.